Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми шумами и шумите так в унисон и так здорово и отовсюду. Это «Шум», проект, который мы, собственно, делаем вместе и комментируем все, что происходит, потому что этот шум настолько громок, что его слышно везде. Сегодня поговорим об очень таких знаковых и поворотных событиях. Конечно, авторшоки 9 мая не отпускают, конечно, вот это все как бы трясется. А что? А Путин? А продление перемирия? К большому сожалению, уже в принципе понятно, судя по многим заявлениям, что продления перемирия не будет, тем более, да, что уже есть объявление о том, что ожидают Украины новые удары, соответственно, Украина будет бить. Так а что это было с нами? Как можно 3 дня... Понятно, с нарушениями, но плюс-минус не воевать, а дальше продолжать эту бойню. Обо всем об этом сегодня будем говорить. Как всегда, «Шум» — это проект, который направлен на то, чтобы максимально вы поучаствовали. Это можно сделать несколькими способами. Всех приглашаю в клуб, закрытый клуб зрителей Шелеста в Телеграм-канале. Также приглашаю написать на экран, чего хотите, и помочь каналу. Это QR-коды, которые вы видите возле меня. В сообществе YouTube, собственно, можно оставлять свои комментарии. С ними тоже будем работать в конце. И пообщаемся в конце с чатом, как обычно. Ну а пока наша традиционная игра в города. Да, города. Это просто замечательно, что география у нас просто сумасшедшая. И я, честно вам хочу и честно признаюсь, даже вот иногда даже страшно становится. Слушайте, отовсюду, народ, отовсюду буквально. Так вот, кто откуда? Пишите и жмите лайк. Пишите и лайкайте на Ария. Академ шумит. Привет в Киев тоже в Академ. Черкасы приветствуют. Штутгарт. Шумим из Набуковки. Да-да-да. Набутылили Ермака. Ну так, чуть-чуть. Не так, как он привык. Чуть-чуть. Сегодня об этом тоже будем говорить. Хмельницкий. Украина. Здравствуйте, Александр. Ниш шумит. Хакасия. Абвкан. Ровеньки. Привет. Ровеньки. Ростов-Папа. Таллин шумит. Запорожье, Швеция. Бескудникова шумит Москва. Львивщина на связи. Привет, Львивщина. Курильские острова шумят. Ого-го, те могут. С японцами. Шумел сурово Брянский лес. Привет вам в Брянск. Севастополь. Сила. Чернигов. Москва шумит. Всем добра и мирного неба. Краков шумит. Да. Значит, Екатеринбург. Шарташ шумим. Привет из Дании. Артем, привет и вам. Жмеренко шумит. Ильичевск на связи. Привет из Сибири, Алтай. Ох. Алматы в шуме. Супер. Вильный, приветствие, привет, Киев, Татарка, первый раз на шуме, а чего так, заходите чаще, так, чуть-чуть на полшишечки, Игорь уточняет, ну, знаете, настойка на шишках, она лечебная, полезная. Так, Харьков, привет, Ростов-на-Дону, Гомель шумит, Лас-Вегас шумнее, прекрасно, Каспийск, привет, Киев шелестит, Сыктывкар шумит, привет с Екатеринбурга, Чернигов, Урюпинск, Харьков, Одесса, Сочи, там, где темные ночи. Друзья, пока пишите, откуда вы, пишите обязательно, я должен, опрос сегодняшний. Хотели бы вы, чтобы посадили Ермака? Смотрите, я понимаю, это ничего не значит, это предыдущий эфир с Арестовичем, говорит, ничего не... вот просто хотели бы или не хотели бы? И варианты. Да, заслужил, да и тем более Зеленскому надо как-то отмазаться. Представьте, целого Ермака может не посадить, но как-то так его тягать, залоги, это все, целого Ермака. А он как? Он в белом, он честный, чистый. Второй вариант, кто ж его посадит, он же памятник. Это все пустое, это так, да, разыграют сценку перед европейцами и западниками, что смотрите, денежка-то на месте, все хорошо, а если там что пропало, мы сейчас разбираемся. Дальше. Больше хочу, чтобы Зеленского посадили вариант, или мне все равно, садить, не садить, Ермака, не Ермака, лишь бы война закончилась. Проголосуйте, в конце подведем итоги. Спасибо большое, что уже сделаете это. Занзибар с вами, Подольск, палата номер 6. Тоже там шумит, и тоже там шумно, и это прекрасно. Хотим Ермака в президенты, кто-то пишет. Отличная тема. Ну а что? Будущего... какой у нас президент не сидел? Или...
пытающийся стать президентом. Политик без отсидки, не политик, выдержка не та. Так, сказки народов шума, это точно. Так, Новосибирску привет от Ельцовки, это здорово, что передаете привет. Шуму привет из Молодогвардейска. Швальбах, Германия приветствует, отлично. Саратов тоже с нами, друзья, спасибо большое. Молдаванка, привет, и в Узбекистан тоже, и в Дагестан тоже приглашают. Добро пожаловать, Амурская область, город свободный. Ну вот так, если свободно, то давайте начинать. По поводу чего этот опрос? Да понятно, по поводу чего. Потому что нардепы, ну такие близкие к НАБУ, распространяют видео всякие, представляете? Что-то происходит. Смотрите, а кто? Кто там? Стоит, мнется, и видно, что нервничает, видно. Это же он, некогда великий и могучий. Это же он, только вот от фронта, только Шон Пена там привозил, всяких там знакомил со всеми. Это он. Это он. Это он. Ермак, представляете? И что-то там происходит. Сообщают, что провели определенные оперативные действия вот с этим человеком в районе Дворца спорта. Там у него Бладхата. Спортзал, в кавычках называют ее. Смотрите, ну явно ожидание. Ожидание не нравится Ермаку, но надо ждать. Надо ждать, так кому дать? А непонятно еще кому. Кто, что, кто к нему пришел? Значит, подробности мы 100% скоро узнаем, но то, что НАБУ уже пришло к самому Ермаку, это чего-то достоит. У меня вообще, если честно, такой, конечно, диссонанс. Должны же были прийти к Умерову. Он же и на пленках, он же там и помогает, он же там и, собственно, с великим и ужасным Миндичем кооперируются, да и дружат. Всем же понятно, что они друзья. Он к нему захаживал на чаек, про войну, про оборону, про Фламиндичи, про все на свете. А тут, представляете, сразу раз, а Ермак же у него же ассоциация адвокатов, этот же человек, к которому пришли НАБУ с действиями оперативными, он же защищает и пострадавших, и защищает вот этих, которые там родных военных, и военных защищает, всех защищает. Тут пришли к нему, прям в машину сели, и прокурор САП Валентина Гребенюк в машине сидит, и минут 10 сидела, представляете? Да-да-да. Значит, его тут перестрели схемы и спрашивают, да, что, а владеете ли вы элитным коттеджем под Козином? Говорит, нет у меня никакого дома, ни одного, все, только одна квартира, один автомобиль, который вы видели. Значит, он отказался от подробных объяснений по завершению следственных действий, как бы журналисты за ним бежали, но ничего мы от него не услышали, и, понятное дело, и не услышали. И самое интересное, там показали проект дома, который по версии следствия предназначался тогдашнему главе офиса Ермаку. Очень интересный, скажем так, проект дома. Ну, прям классный, я бы сказал, проект. А что там проект? Проектище. Прям и на дом вышли, представляете? Вышли прямо и на дом. А чего нет? Вот давайте полюбуемся все вместе. Там, говорят, Ахметов что-то купил. Ахметов нет. Вот смотрите, красиво. Пусть тебе приснится Пальма де Малорка. Вот правда, хочется вот прям эти песни. Вот эти песни слушать хочется. Причем интересно, что НАБУ также публикует определенные записи. Записи не с кем-нибудь, а с господином Че. Да-да-да, с тем самым Че. Че Геварой. Именно. И Че Гевара — это как бы Чернышов, который там всех кинул, или там всех сдал, или может всех сдать. Значит, что за записи? Ну, из того, что там понятно, чтобы долго как бы не слушать, это все еще разберем, это вышло вот только что. Значит, согласно этим записям, Ермак обозначен под кодовым именем R2. На пленках, по версии следствия, в 2021 году и в начале 2022 они обсуждают с дизайнером обустройство особняка в кооперативе «Династия». Курирует процесс строительства Че Гевара, на тот момент министр развития общин территории Чернышов, и его жена владеет долей фирма застройщика, то есть все в семью, и построить дали, и как положено.
там больше нравится стиль современный или традиционный, микс, ему нравится микс, понимаете, ну, то есть, он такой за вкусом Ермак, а чего нет? Ну и поехали, такие короткие ответы, как у нас дела, у нас все хорошо, подготовлены новые визуализации по первому этажу, также чертежи гардероба, который необходимо с вами согласовать, то есть этот проект «Династия», он, ну, что называется, он на мази, он здесь. Ермака подобрались к нему очень и очень плотно. И, ну, давайте честно, да, ну, вот Набу и САП, которые, собственно, разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов долларов на элитном строительстве под Киевом, Ермак там проходит. Ермак там проходит. Показывали даже, собственно, начало строительства династии, да, домов для самого Зеленского. Это важно, самого Зеленского и всех других. Тут тоже такой нюанс, но он очень интересный. Казалось бы, да, ну, что может произойти? Все же у них чинно, мирно, благородно. Его даже вот этот коттеджный городок, вот эту стройку, осветили и капсулу заложили. Представляете? Все богоугодно, все классно. Это когда там, ты водитель, нарушаешь правила дорожного движения, едешь на красный, а потом крестишься на иконку, которая у тебя на бардачке висит. У них все хорошо в этом отношении. Для освящения тогда пригласили священнослужителя, которая, ну, жена в 22 году станет потом формальной владелицей недвижки. Ну, причем как формальной. То есть на нее запишут. Это все очень интересно. Там целая, скажем так, схема. Ермак, понятное дело, ничего не комментирует. А зачем ему? Нет этого дома, говорит. Ничего нет. Абсолютно ничего. Но САП сообщает, что у Ермака подозрение. Это уже официально сообщила специальная антикоррупционная прокуратура. Ну, подозрение, не подозрение. Посмотрим, как это бывший глава офиса под подозрением. Зеленский не просто близко. Зеленский вот он держится. И это все на фоне таких бушующих событий. Я думаю, что это не совсем так. Ну, как там утверждали у меня в эфире отдельные эксперты, что ничего не будет, будет все. Вот теперь-то будет все. Понятное дело, что это там какие-то строительные фирмы, коттеджный городок, не так построили, фиктивно записали. Это все, это не того поля. Но это очень серьезные неприятности, это супер удар по Зеленскому. Откровенный, четкий, и тут ему станет больно, потому что речь идет об имуществе конкретном, с конкретными людьми и с конкретными товарищами. Поэтому тут тоже такой момент, да, вот как бы брали, договор заключали, переписывали на подставных лиц. И в этом всем конечный бенефициар именно он, Зеленский. Именно ему, видимо, я уже это вижу, как подходит Ермак и давай там, вот, а как классно, смотри, кум, Чернышов, смотри, вот это все, мы будем жить, вот сейчас выбираем, тут обои, вот это все. Да, это тот момент, когда пришли к Ермаку. И вот тут интересный эпизод. Вы же видели, как не комментировали пленки Миндича? От слова совсем, и многие даже в сети возмущались. А что это вы молчите? Вы чего? Товарищи, что вы молчите? Позитивные блогеры Банковой. А тут пришли к Ермаку. Сейчас его начнут пинать. Упавшего, подскользнувшегося начнут пинать. Опять вспомнят все. Кто с кем, ведьма, там, куклы Вуду, сейчас понесется. И в это будет очень больно. Но Зеленского опять придут, в уши надуют, и он расскажет, что, ну вот видите, как я его грамотно снял. Это все он, это Ермак плохой, а я хороший, я ничего не знал. Сейчас Ермак ушел не сознанку, он явно не ожидал, по виду видно. И мне кажется, это очень хороший такой сюрприз на фоне перемирия, друзья. Как раз-таки прищучили и схватили за одно место тех, кого надо прищучить и схватить.
Потому что с самим перемирием есть очень большие вопросы. Причем как там на российской стороне комментаторов, которые болеют всеми силами за Россию, так и у тех, кто болеет всеми силами за Украину. Вот Светан лютует, не унимается. Какая 1000 на 1000? Где? Вчера ни одного нашего хлопца с плена не было забрано. Сегодня ни один не появился, завтра не появится. Так это что тогда было? Это было просто-напросто продажа, называется, московского парада за мешки шекелей и попытка прикрыться будущими какими-то обменами, которые так бы были. Вот, это очень интересно. Сегодня Зеленский опубликует, что он, смотрите, я говорю с Умеровым. Умеров съездил, мы возобновляем дипломатию, у нас все хорошо, мы подали списки обмена. Вообще странная история. То есть договорились, объявили, а списков нет. Подождите, а где эти списки? То есть, еще раз, есть координационный штаб, они готовятся, согласовываются. То есть они должны быть, они всегда должны быть, эти списки. Должно там 2 часа пройти, и эти списки уже на противоположной стороне. Нет. Нет. Они тянут, пытаются и тут сыграть в какой-то пиар, как, впрочем, и всегда. А Светан ловит. Ой, Светан, молодец. Поймал, говорит, так а где обмен? А нет обмена, они только списки передали, а перемирие уже закончилось. Так подождите, у нас же перемирие под обмен в том числе. Нет, у нас перемирие под 9 мая. И это и ежу теперь понятно, что Трамп вполне себе может, с одной стороны, да, ну там, довольствоваться тем, что он управляет этой войной хоть как-то, а с другой стороны, его же могут подставить, что обмен не состоится. Но вроде как Зеленский говорит, нет, обмен, это же было его условие, не бить по Москве. Ну, мол, жизни наших ребят нам важнее. В определенной последовательности, там по 100, по 200 человек, у нас постоянно идут это обмен. Это просто лапшу на уши, вся эта зеленая шушера навесила нашему народу. Дал возможность Путину провести в очередной раз парад, получил достаточное количество шекелей, которые уже, скорее всего, где-то в Израиле, там Миндич им уже нашел применение, по крайней мере, где их там соскладировать вместе с... Нашел. Цукерман, ваш великих звездораса. То есть вот где проблема основная. Если бы меняли парад, так надо было менять проведение парада россиянами, проведение парада на возврат всех наших пленных. Несколько тысяч пленных, и поверьте, Путин бы на это пошел. Прекрасно понимая, что мы могли бы Москву, по крайней мере, зато обсерить так, что ему там ни один парад бы больше не захотелось проводить никогда, он бы пошел именно на вот такой обмен, парад на всех наших пленных, а не 1000 на 1000. То есть парад на шекели, а 1000 на 1000 где-то когда-то через какое-то время. Потому, естественно, что сейчас Путин говорит, а какой обмен, я о нем даже не знаю. Я же вам отдал мешок шекелей, какой еще обмен, что вы еще от меня хотите? Вот примерно так это выглядит. Потому наша эта звездорасия зеленая, она просто-напросто в очередной раз наколола народ. Дала возможность Путину, во-первых, сохранить морду лица на 9 мая, и еще на год как минимум отодвинула возможность показать россиянам, что король голый, что Москву можно сжечь, по крайней мере, тогда, когда все взоры на Москву направлены. Это только один день, 9 мая. Один день. А так вообще Москва захолустье. Туда вообще даже никто не смотрит. Ну, то есть, что ее жечь? А никто не увидит. Да, у них там интернет отключат, никто не покажет, никто увидит. А так вообще, конечно. То есть, вы понимаете уровень логики? Раз в год Москву можно бомбить только раз в год. 9 мая, в светлый и святой и символический праздник Победы. Ну, это просто отбитые люди. Ну, просто отбитые. Хотя насчет этого обмена все понятно. Обмен фигурировал как затравка, как предлог, как что-то такое. Обмена сейчас нет. В любом случае, дай бог, чтобы этот обмен состоялся, потому что 1000 человек, которые вернутся, это там минимум 3000 человек, которые будут радоваться, и обмен всегда хорошо. Всех на всех, не всех на всех, тысячи, несколько тысяч. Это 5 сотен, даже один человек, которого поменяли, это уже хорошо. Но не надо делать из Путина сумасшедшего. Или надо? Ну, некоторые делают. Какие-то особенные аналитики. Завсегдатые Гордонов и других подобных каналов. Демченко тут вещает с позиции аналитика. Говорит, сумасшествие начнется вот сейчас, 14-15 мая. Вот ожидайте сумасшествия от Путина до 14-15 мая. Объясняю почему. Все будут думать, что я какой-то с ума сошел, знаете? Нет. Нет, не будем думать. Мы знаем. Объясняю. 14-15 мая предварительно будет встреча Трампа и Си в Пекине. И будут решаться вопросы Ирана, Венесуэлы и доступа китайцам к нефти,
Европы и рынка европейского, Тайваня и российско-украинской войны, и экономических торговых связей США и Китая. И вот думаю, что Путин будет повышать ставки специально, и китайцы будут его отчасти, может быть, просить, а может быть, он сам будет рад стараться. Но и параллельно мы увидим определенные развязки после этого саммита 14-15 мая. То есть все закончится вот после 14-15 мая по Украине. Увидим развязки. Развязки увидим. А до этого момента он будет бомбить. Выходит мэр Ивано-Франковска и говорит: ребята, 72 часа, особая опасность. Будут лупить, будет большой какой-то обстрел. Ничего себе, все прям знают, предупреждают, у всех все заготовлено. Но вот закончилось перемирие, и, мол, сейчас начнется. Зеленский выходит, говорит: все, Россия не хочет мира, она показала. Они сплясали. Опять-таки, вот Светан это гений современности. Понятно, что у него там отбитая голова, он там начинает за здравие, заканчивает за упокой, но начал он за здравие. Они все решили, они все порешали. Но только порешали ли с американцами, которые курируют НАБУ и САП, и пришли к самому близкому человеку для Зеленского, к Ермаку? У меня возникает другой вопрос. А что будет вообще с управлением, войной, государством? Представляете? Так расстроить Ермака. Что же он будет советовать? Это не Буданов, который смылся в Литву, ну, у него дела, сотрудничество как-никак. Значит, Россия действительно готова к разговору, Украина тоже говорит. Значит, глава офиса, Ермака-заменитель, значит, Буданов заявил, что Украина готова. Значит, спросили у него про Фица, который после разговора с Путиным говорил, что если Украина хочет мира, Зеленский должен позвонить Путину. Ну, тут давай. Если Россия действительно готова к серьезному разговору, Украина тоже была бы готова. Украина неоднократно подчеркивала, доказывала своими действиями: мы выступаем за прекращение войны, за мир, выступаем за прекращение боевых действий. Но насчет разговора не получится быстро. Просто межгосударственные линии между воюющими странами отключены, а звонки по мобильному, ну, такие звонки не делают. А так, конечно, да, позвонили бы и созвонились. Алло, Путин, ты... Помните, как Турчинову звонили, вот эти все россказни в 2014 году. А есть ли смысл для России в таком разговоре? Вот же возникает в чем вопрос. Вот какой вопрос возникает. Тем более, что начинается такая нормальная, я бы сказал, жара. В Украину приезжает Писториус, извините за слово. Это министр обороны Германии. Значит, Украина и Германия запускают совместное производство дальнобойных дронов 1500 километров радиусом. Кроме того, страны подписали письмо о намерениях программы запустить Brave Germany совместной программой по развитию оборонных технологий. Дальше там что-то сегодня сообщали о том, что и про Patriot готовы как бы профинансировать. Но тут есть незадача. Европа очень и очень неохотно выделяет вот эти самые кровные денежки на американское оружие. А Patriot, извините, только американский. И брать его больше негде, а стоит так прилично. Лучше что-нибудь свое подсунуть. И вот они, вот видите, свое начинают разрабатывать и как бы двигаются в этом направлении. В самой же Германии нашли виноватого. Ну, то есть, если все думали, вот, это Путин. Нет, не Путин. Трамп виноват во всех бедах и экономических неурядицах немцев. Меры, которые мы, как федеральное правительство, приняли для укрепления немецкой экономики, особенно масштабные государственные инвестиции, действуют и повышают уверенность. Значит, те, которые меры повышают уверенность, все, конечно, немцы уверены в завтрашнем дне, ну, не ходи, на ходы дивиться, как говорится, все хорошо у немцев, ну, а чего им не быть уверенными? Это вице-канцлер ФРГ, ну, типа зам Мерца, Ларс Клингбайль. Вот даже по фамилии понятно, что правду говорит, рубит, так сказать, с плеча. Однако уже почти 2 месяца мы видим, что война с Ираном, развязанная Дональдом Трампом, ответственна за произошедший ценовой шок на энергоносители. Эта безответственная война и возникший из-за нее энергетический шок пока тормозят нашу положительную экономическую динамику. Таким образом, сегодняшняя налоговая оценка показывает, насколько сильно война с Ираном наносит ущерб нашей экономике. Другие кризисы также продолжаются без ослабления. Да, это все вообще из-за войны с Ираном. Вот эта война с Ираном, если бы не она, то вообще бы ничего не было.
Так и что с война с Ираном? Закончилась? Нет. Иран предлагает, Трамп говорит, нет, нас не устраивает. И собирается к Си Цзиньпину. И, судя по всему, какое-то решение по поводу иранской войны примется уже после встречи. А что же ему скажет Си? Да какая разница? Важно, что Нетаньяху говорит. Война с Ираном закончена. А если, чтобы достичь этой цели? Я не собираюсь давать график, но скажу, что это крайне важная миссия. Крайне... Они собираются на земку. Они собираются делать наземку. И все это понимают. Даже японцы все поняли. Значит, группа японских граждан мирный протест провела возле посольства США в Токио. Плакаты у них. Мы поддерживаем Иран, иранские флаги, постеры с изображениями гражданских жертв. Баннеры также содержали призывы немедленно вывести войска из Ближнего Востока. То есть японцы уже доперли. Весь мир уже допер. А Трамп не допирает. Более того, он напирает. Последнее время CNN вот сообщает, что с 4 февраля взяли статистику и посмотрели, что военно-морские и военно-воздушные силы США провели не менее 25 разведывательных полетов по сбору данных вблизи Кубы. Большинство это вокруг Гаваны и Сантьяго, да, вот больших городов, а некоторые районы полетов располагались в береговой линии в пределах 40 миль. Разведка велась самолетами и дронами, поэтому, в общем-то, высматривают, где высаживаться. Ну, это как по пути назад от Ирана. Я так понимаю, зайдут, уран заберут у Ирана, и потом на Кубу, чтобы 2 раза не вставать. И вот таким вот образом будут идти дальше. Но остановит ли Си Цзиньпин вот этот процесс? Вот это уже интересно. Судя по всему, да, потому что Китай не хочет терять иранскую нефть и Иран. Китай помогает Ирану, как и Россия помогает Ирану. И Иран сам, ну, как говорится, на помощь надейся, а сам не плашай, он сам как бы готов ко всему. Что касается Трампа, то тут интересно. Сегодня вечером, значит, с журналистом пообщался, Fox News журналист, значит, Робертсом, пообщался Трамп. И говорит, что всерьез намерен сделать Венесуэлу 51-м штатом США. Только что закончил разговор, пишет у себя. Он мне сказал, что это да, серьезно. Венесуэла, 51-й штат. Слушайте, а как вообще Трамп спит, интересно? Ну, может, на гольф-площадке, потому что там проигрывает и выигрывает только потому, что... только потому, что вот так как бы к нему все относятся. А на самом-то деле, смотрите, у него сейчас Гренландию вспомнит. А как же Канада? Канада же должна была присоединиться. А Канаде и Гренландии пока не вспоминают, но это только пока. В общем, ключевая встреча будет на днях с Си Цзиньпином. Посмотрим, о чем она будет и как она отразится непосредственно на ситуации вокруг войны с Ираном и другими, ну вот, скажем, вопросами, другими войнами, в частности, украинской, хотя все говорят, да что там-то Украина, Си Цзиньпин и Трамп встретятся. Так Путин у него сразу же, вот после этой встречи, буквально через 3 дня у Си Цзиньпина. И вот тут начнется интересное. Будет ли лупить Путин на всю силу? Будет или нет? Вот в чем вопрос. И вполне вероятно, что да, вполне вероятно, что лупить будет. А чтоб люди... собственно, не шибко там смотрели, что там по Ирану не так выходит, что выходит вообще там по Украине, что вообще с ценами, как бедная Германия загибается. И вот дают британцы очень интересную затравку. Значит, инопланетяне ростом 120 сантиметров в скафандрах и шлемах фигурируют очень удивительные существа в рассекреченных файлах ФБР. Они опубликовали документы об НЛО, значит, аварии летающих тарелок. 1965 год стал рекордным по количеству наблюдений НЛО, и меморандум ФБР от октября 1966 описывают металлические аппараты, которые бесшумно зависали в воздухе, фантастическую скорость развивали и выводили электромагнитное всякое оборудование из строя. Значит, минимум 3 случая, значит, как бы изъятия обломков неизвестных кораблей
Значит, непонятный твердый металл. Следы от ударов микрометеоритов он имел. Представляете? А самые объекты, да, вот сами по себе, они 3 формы имели. 90-метровые сигароподобные корабли, диски диаметром 30 метров и яйцеподобные капсулы. Они оставляли после себя, после взлета, выжженную землю на том месте. Ну и очевидцы рассказывают о том, что прямо контактировали с экипажами. Много сообщений приходило от военных, полицейских и пилотов коммерческих авиалиний. Они очень часто видели вот эту всю историю с НЛО. Но вы думаете, к чему это все? Ну, то есть это будет тренд. На самом деле это тренд завтрашнего дня. Когда все уляжется, сейчас там решат этот хантавирус, который круизный, где там украинцы тоже, моряки, один вроде уехал, другие в карантине, и жители там нескольких стран, которые по континентам должны его развести. Это будет, это оно вирус или не оно? Но я предполагаю, что будет именно НЛОшная истерия. Но НЛОшная, не НЛОшная, но и тут есть украинский след. Значит, есть советник у министра обороны Федорова, который с Писториусом подписывает сегодня про дроны разного рода вещи. И он комментирует тему, что НЛО – это секретное оружие России. Представляете? Значит, на Украине НЛО изучают особенно активно с начала войны большой. Теперь это больше военный вопрос, ведь за неопознанным объектом может скрываться новое оружие России. У ВСУ существует якобы отдельный документ на эту тему, согласованный с главкомом. То есть українці теж видели НЛО. Що це було? Мабуть, НЛО. Понимаете? А потом это НЛО как бы попадает, его чертежи попадают в руку к Минтичам. А потом строятся коттеджи «Династия» и другие коттеджики. А потом вот это все как бы вываливается через пленки, через все, и мы вот видим, как чудо русское оружие новое, да, НЛОшное, превращается вот куда. И, в общем, вот такая история. А что Трамп? А Трамп пулю готов получить. Помните вот это выражение? Куля в лоб, так куля в лоб. Трамп, говорит, готов. Последние 4 года. Знаете, я все время это говорю. Это был король Саудовской Аравии. Но все говорили, что еще 1,5 года назад мы были мертвой страной, а теперь мы самая горячая страна в мире. И вы знаете это лучше, чем кто-либо. Видите это? Оливия это видит. Вы видите это в цифрах. Посмотрите на цифры. Они смотрят на фондовый рынок. Фондовый рынок сейчас выше, чем был, когда эта война началась. Так что я думал, что рынок пойдет вниз процентов на 25. Это было нормально. Знаете, я готов... Понимаете? То есть все хорошо у него, фондовый рынок, все отлично, нормальная война, хорошо повоевал. Ну ладно уже, говори, к чему ты готов? Готов сказать ужасное выражение «принять пулю». Это ужасное выражение, особенно когда его использую я. Продолжайте. Да, я готов принять пулю за страну. И я сказал, слушайте, фондовый рынок пойдет вниз. Но зато у нас будет угроза от безумцев, у которых есть ядерное оружие. Я с ними разберусь. Я сказал им, вы, ребята, сумасшедшие. Да, вот так взял и сказал. Понимаете? Готов пулю получить, но разобраться с Ираном. Готов. Пуля в лоб, так пуля в лоб. Примечательно, что вот эти как бы его спекуляции на фоне пули выглядят немножко, ну, скажем так, смешно, потому что провел опрос YouGov и NewsGuard. И, в общем, четверть американцев считают, что недавний инцидент со стрельбой на мероприятии, на котором был Трамп, постанова. Значит, данные опроса говорят, что 24% считают, что это на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома 25 апреля стрельба, постановка. При этом 36% сомневаются в ее вообще подлинности, а 45% считают, что это было настоящее покушение на президента Соединенных Штатов Америки. Поэтому зря он так играет с этими пулями. Пуля может и прилететь, но видите как. Это ужасно звучит, но тем не менее. Я пулю готов получить, но фондовый рынок, Америка, богатство, бабки, война с Ираном, Иран ядерный? Нет. Вот это все мои цели. Вот этого я не допущу. Человек, который как бы отвечает у Трампа,
собственно, вообще занята другими вопросами в Америке. Тулси Габбард, глава нацразведки США, сегодня официально обвинила Барака Обаму. Знаете в чем? В том, что он создал миф о том, что якобы Россия вмешивалась в выборы в 2016 году. По данным ее агентства, бывший президент Обама координировал усилия по созданию, это цитата, откровенной, организованной лжи. То есть Обама виноват. Обама. Ах, негодяй какой, Обама. И, в общем, как бы республиканцы не теряют возможности догнать предыдущих. Догнать и, так сказать, поймать. И, в общем, все таким образом разрешить. Что же касается того, как догнать предыдущих, видимо, сейчас вчера инаугурация произошла Мадьяра в Венгрии, а у Мадьяра есть тоже свой Орбан. Да, только женщина. И это среди министров она комментирует ситуацию вокруг Украины, говорит, нет, никаких военных посылать не будем, никакой там помощи, участвовать в кредите мы не будем, в общем, помощи оказывать не будем. Нормально догоняет. Ну, иногда так догоняет новая власть предыдущую, вот на примере Венгрии, что иногда даже накрывает. Это на инаугурации. Танцующий после победы, и теперь вот новый министр у Мадьяра исполняет и выджигеривает. Джага-джага. Вот так вот. Слушайте, так и в министерстве будет. Вот это я понимаю. Венгров ждет вообще веселое будущее. Смотрите, какие классные товарищи пришли к власти. Толпу заводит. Смотрите, Заправский. Аллюзии к ТикТо, к этому, скажем так, в общем, аллюзии к разным видам танца у него. Ну, это просто какой-то цирк. Цирк устроили. А какой цирк еще устроят? Вот тут интересный вопрос. Чего ждать от Венгрии? Али будет все хорошо? Как Орбан завещал? За Орбаном еще соскучится, что-то мне подсказывает. И правда, если они дров не наломают в самый решающий переломный момент истории, геополитически так точно. Потому что везде на выборах свои какие-то сюрпризы. Вот, казалось бы, Стармер получает прям под дых. Лейбористы пролетают, разгром получают. Значит, поражение на местных выборах в Британии потеряли 1500 депутатских мандатов. Второе по масштабам потерь. Консерваторы, у них минус 560 мандатов. Это BBC сегодня опубликовал окончательные результаты голосования. И, в общем, львиную долю всех этих мандатов забирает Фарадж. 1451 место. На этом фоне в лейбористской партии уже заговорили о необходимости отставки Стармера, на которого возлагают вину за поражение. Для инициации процесса переизбрания правительства нужна подпись 81 депутата лейбориста. СМИ пишут, что уже есть примерно половина от этих голосов, поэтому вопрос по Стармеру могут поднять уже вот прямо на днях, сегодня-завтра. И кто-то же должен ответить за этот провал. Кто-то же должен ответить. И, судя по всему, может ответить конкретно сам Стармер. И вообще не ясно. И вообще непонятно, как себя будет вести Британия в такой турбулентности по отношению к Украине. Нет, пока ведет, как ведет. Помогают, как помогают. Но если еще кто-нибудь танцующий придет в какую-нибудь другую страну, как дальше карта ляжет. Макрон, между тем, побывал в Африке на очень важном мероприятии, где обсуждалась культура, экология, но как-то атмосфера ему не понравилась. Окружающая среда, запрет открытого воздуха, загрязнение воздуха и наши пляжи грязные. Так что тогда вы уже не тратите свое время зря. И мы все это делаем. Простите, все. Значит, это Найроби.
Они там сидят и говорят об окружающей среде, о каких-то культурных вещах. Сидел, Макрон не выдержал вот этого всего, пошел, забрал у ведущей микрофон и давай тут усмирять толпу. Эй, извините, ребята, но говорить о культуре невозможно, когда здесь такие люди выглядят такими вдохновленными, приходят сюда, произносят речь при таком шуме. Так что это полное неуважение, поэтому я предлагаю, если вы хотите проводить двусторонние встречи или обсуждать что-то с кем-то, устройте какие-то встречи, спойте какие-нибудь песни. У вас есть комнаты для двусторонних переговоров, или выходите наружу. Если вы хотите остаться здесь, мы слушаем людей, и мы играем по тем же правилам. Хорошо, спасибо. А это, дамы и господа, золото. Конечно, золото. Золото Макрона. Вы понимаете как? Кто-то даже поаплодировал ему. А им плевать. Они сидят, они все занимаются, вот эта молодежь кенийская в Найроби, сидит, занимаются своими делами. Какие там, что тут Макрон целый должен был выйти, понимаете? Ну, вот так и послушали, в принципе, дальше начали шептаться. У Макрона важная задача, но ему же надо как-то подтянуть вот эти колонии. Вот эти все, да, а они, видите, как от рук отбились. Все сыпется, все валится у Запада. Все как-то вот как-то зыбко все. Нет почвы уверенности под ногами. Нет ничего того, что они вот действительно могут взять и сказать: да, мы с вами. Даже у прибалтийских тигров проблемы. Министр обороны Латвии Андриус Спруц подал в отставку после скандала с залетевшими в страну украинскими дронами. Их не сбили. Значит, об этом решении сегодня сообщила Эвика Силиня, это премьер-министр государства. По ее словам, произошло вот показательный момент. Руководство оборонного сектора не смогло выполнить обещание о безопасном небе над нашей страной. Ну и министр обороны потерял доверие общества, написала она, и пожелала счастливого пути. Потому что люди возмущаются. А что это было? Вы, во-первых, даете летать, а что получаете сами? А сами получаете прилеты. Еще и какие? Где? В Европе? В Европе, понимаете? Ну, то есть это абсолютный какой-то трэш происходит. И понятно, что соседи тоже начеку. Лукашенко сегодня высказался так неоднозначно, что все поняли, что Беларусь готовится к прям наземной войне. Уважаемые товарищи, тема нашего сегодняшнего совещания – обороноспособность нашего государства и, прежде всего, развитие военно-промышленного комплекса на предстоящую пятилетку. В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия, в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Сегодня мы обсудим, как я уже сказал, не менее важную тему – уровень технической оснащенности нашей армии по результатам выполнения государственной программы вооружения прошедшей пятилетки 21-25 годы, а также задачи в этой области на предстоящее. Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши, прежде всего, офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет. Но при этом, еще раз повторю, без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали
бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле. На земле, вот это все переполошились. После этого, хотя в принципе речь идет о подготовке, речь идет о том, чтобы, ну, в общем-то, не отставать, речь идет о том, чтобы противодействовать. И уже даже, это поразительно, Центр противодействия дезинформации говорит, нет, тут каналы понесли, что это Беларусь хочет вступать в войну. Не-не-не, это они просто готовятся, пытаются успокоить пытаются. Ровно точно так же пытаются украинцы встрять в переговорный процесс и всунуть туда Европу. Значит, Сибига, вот буквально сообщили недавно, что просит Европу выступить посредником в достижении перемирия в аэропортах с Путиным. Об этом сообщает Политико. По его словам, Украина хочет, чтобы Европа помогла возобновить зашедшие в тупик мирные переговоры с Россией, сделав хотя бы, один узкий такой шаг, взаимное прекращение нападений на аэропорты с обеих сторон. Вот как, уже подходят точечно, а давайте не бить по аэропортам. Давайте не бить по Красной площади в парад, давайте не бить по... Аэропорты надо открывать. Надо открывать аэропорты. А что Европа? Классный посредник. Сегодня Кая Каллас вычудила, говорит, я могу быть посредником. Я Кая, я там могу видеть, я вижу, где русские манипулируют. Я, Кая Каллас, могу помочь увидеть эти подводные мины, подводные камни, вот это все. Могу обойти, я героиня. Путин Шрёдера хотел, а видите, как Европа предлагает Каю Каллас. Как все-таки заказалось бы вот эти там 20 лет, условно, я образно беру, не точно, обмельчала Европа. Кая вместо Шрёдера. Ну, а Шрёдера, конечно, критикуют. Германии вроде как не хотят в Германии, это все-таки политик, тем более это явная дискредитация новых политиков. Так какие новые? Он в Венгрии танцующих вот этих звать. В общем, дело серьезное, но, с другой стороны, какая Европа посредник, я не могу понять. Потому что Евросоюз сегодняшним решением ввел санкции против российских детских лагерей. Орленок, Алые паруса, Смена в Евпатории. Связано это с тем, что туда отправляют украинских детей, которые перемещены в Россию с территорий, которые перешли под ее контроль. И Евросоюз утверждает, что в этих лагерях дети получают идеологическую обработку и милитаризованное образование. Всего в списке по этому поводу 16 физических лиц и 7 организаций, между прочим. Конечно, классный Европа-переговорщик. Об аэропортах точно договорятся. Ну вот точно. Вы спросите, а на кой им нужны сейчас аэропорты? Да валить надо, чтобы было удобнее. Валить удобнее. Вот вечером, буквально там 20 минут назад, публикует Гончаренко, как перекрыли Банковую. Представляете? Банковая, говорит, прилегающие улицы полностью перекрыты. Здесь десятки автобусов, куча людей в форме. Обыски, следственное действие. На Банковой обыске. Это после подозрения Ермаку. И это вот в последние часы перемирия, которое завтра истекает. По поводу перемирия. Сегодня Киев Independent. У него источники понятно какие, но тем не менее, плюс-минус знающие обстановку, говорят, что Вашингтон хочет перезагрузить процесс через снятие санкций. Мол, а давайте на недельку продлим, а мы вам вот эти санкции снимем. А потом вот эти санкции, на самом деле, тысячи. Так можно, в принципе, войну и закончить. Но вот такую логику выбирает Вашингтон в вопросе урегулирования. Вы нам эти, а мы вам вот эти, а мы вам вот, а давайте, а неделька, а еще... И вот таким образом, якобы Кремль сейчас думает. Однако все упирается в Донбасс. Об этом Ушаков повторял неоднократно за последнее время, помощник Путина. А что от Донбасса остается? Вот, пожалуйста, Лиман. Вот что осталось сейчас от Лимана. Сегодняшнее видео пришло оттуда. Камня на камне. Разрушенный. До фронта там 2 километра, хотя некоторые говорят, что в Лиман уже тоже проходят. И где же эти победы?
И где же эти победы? Вообще не видно. Победили, так сказать. Вот он дальше проходит, снимает многоэтажки. Не шибко большой городок Лиман, но тем не менее. Полностью разрушено. Ничего нет. Вот так выглядит Донбасс. А в Херсоне есть целая улица вообще, привидение. Представляете, вот тоже люди делятся у себя. Херсон. Пожалуйста. На улице нет никого. Все выбито дронами. Война через речку. И вот что она после себя оставляет. Но Зеленского все устраивает, видите? И самое интересное, что когда будет перемирие, будет кто-то восстанавливать это? Нет. Все будут клепать оружие, готовятся к тому, что закончится перемирие. Поэтому вот куда-то улетело, улетучилось. Хотя я считаю зря. И американское трактование, и российское трактование, что перемирие не надо. Надо закончить войну. Чтобы хотя бы вот это разминировать все, пособирать. Какие-то дома просто надо будет сносить. Вот как россияне просто сносили дома. В том же Мариуполе, там в Луганской области, в Донецкой области, там, где они восстанавливают жизнь. Просто под снос и строят новое. Потому что новый быстрее построить, снести быстрее старый и построить новый. Ситуация аховая. И мне вот задают вопрос часто, а кому выгодно перемирие было вот это? А кому оно выгоднее? Да, конечно, Украина, избита напрочь. Сегодня там статья вышла в Economist, такие, вот, Украина, перелом на фронте. Какой перелом? Даже вот за время перемирия, да, идет фиксация продвижения к этому же Славянску, в этом же Донбассе. Кого слушаете? Нет, можно, конечно, слушать каких-нибудь военных, которые вот четко знают, что осталось-то всего ничего. Сейчас Россия не сможет воювать. Не вийде в них нічого, 100%. В них проблеми будуть, і в них катастрофа буде на Росії раніше, ніж ми здамося. Тому що... То есть, задача какая? В России, чтобы была катастрофа раньше, чем мы сдадимся. Но мы что? Правильно, мы не сдадимся. Називатися не будемо. У нас добре зараз виходить. Тому ми... Хорошо получается все. Вот так. Но мы видим, Лиман подконтрольный ВСУ, Херсон подконтрольный ВСУ. Все вот так происходит. Все вот так получается. Бачимо, ми відчуваємо, що ворог зараз не такий сильний. У нього будуть, як я казав, останні потуги. Май, травень, червень, липень, серпень. Прикалывается или что? Он сейчас перечисляет все месяцы. Май, июнь, июль, август. Вересень і, можливо, жовтень, от півроку останнє. Це все, що він зможе. Якщо він не зробить план мінімум, не захопить Краматорськ, Слов'янськ, Константинівку, то все, можна казати, що ворог далі не піде. То есть, я где-то уже это слышал. А вы? Правда тоже слышали? Сейчас. Там вот, надо до весны довоевать. А весной все изменится. Угу. Сейчас сидят, рассказывают, полгода надо, смотрите, полгода. А потом уже все, никто никуда не пойдет, уже все тогда, все закончится. Понимаете? Полгода. Мы все уже это слышали. По поводу того, какое перемирие, конечно, перемирие с нарушениями. 4 мирных жителя пострадали в результате ударов по Белгородской области. Это сообщил сегодня губернатор Белгородской области Гладков. То есть все прекрасно понимают, что ни о каком перемирии, полном, в полном смысле этого слова речи не идет, но тем не менее тише по другим городам, которые подальше. И люди уже начинают задумываться, подождите, вы можете 3 дня, а тут Сибига просовывает, он понимает, что давайте аэропорты, не бить по аэропортам. То есть самолетами будут привозить оружие. Видимо, самолетами. О том, что гражданскими самолетами возят оружие, это я не знаю, кто
Кто бывал в аэропортах, кто видел, кто не видел в разных точках, это есть. Подъезжают, самолет выгружается, загружается, а пассажиры сидят на это смотрят. Свидетелями подобного, я вот несколько историй таких уже встречал, которые прям видели все, видели, как это все происходит, некоторые даже снимали. Поэтому, конечно, самолеты, да, давайте открывать воздушное пространство. Ровно поэтому ударили по российскому диспетчерскому центру, чтобы потом это предложить. То есть как это работает? Мы выключаем небо в России, ну или как там, на несколько дней на юге, да? Делаем это ударом, потом предлагаем, а давайте по аэропортам не бить. А все такие, да, это ж такие ущербы авиакомпании, это столько народу, там 14 тысяч человек никуда не смогли полететь 8 мая. Давайте. А потом самолетами, включая пассажирские, в общем-то, оружие, подвоз. И нормально. То есть вот на что расчет идет. Элементарный, понятный, четкий. А то, что уже пожарные ездят на пожарках с антидроновыми сетками, ну, плевать. Сейчас все будут с антидроновыми сетками. Все абсолютно. Все абсолютно. И, ну, туда, куда мы катимся, это, конечно, ну, это полная пропасть. И все понимают. И Украине больнее от этой войны. Больнее. И когда говорят там время сейчас играет на Путина. Конкретно. Именно на него. Он за длинное перемирие должен выторговать больше. Он за прекращение войны вот сейчас, перевода там на дипломатическую, должен выторговать больше. И ему есть что торговать. Украина получает несопоставимые с жизнью, я имею в виду, инфраструктуры, логистики, быта удары. Очень тяжелые удары. И то, с какими предложениями выходит Сибига, ну, ясное дело, что ну, так бы дела не будет. Железную дорогу покоцали изрядно, давайте аэропорты запускать. Но Украина не сходит с прежнего своего пути, с прежних своих рельс. Вот, пожалуйста, захват Крама, Киевская область, Переяслав. Я не у сторону, хлопці. Не беріть, що ви дивитесь? У сторону. Тихесенько, в сторону. Это Свято-Михайловский монастырь Украинской Православной Церкви. Сегодняшнее событие. Спецслужбы, исполнительные, ну, приставы. Все, собственно, пришли и давай выполнять вот этот приказ. Батюшек потягаем, батюшек отбреем, женщин тоже, всех в сторону. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Ну, в общем, все, ну, то есть, все идет по старинке, все точно так же. Вот вам, как бы, показатель того, какими там ни были бы условия, собственно, о том, что давайте там церкви не трогать, с языком давайте не шуметь сильно. Как бы ни было такое облегчение 9 мая, потому что и цветы положили в Киеве, Харькове, и везде, все равно вот эта гниль пролезает. Она все равно есть. Случай просто там вопиющий, когда в Харькове люди тоже приходили и клали цветы, возлагали цветы. Но не обошлось без ну, таких очень эмоциональных разговоров. С молодежью. А что за молодежь? Они пришли, наклеили там свои, скажем так, в этот день наклейки на постамент и говорили, что вот мы имеем право. А чего? Мы имеем право, так сказать, на протест, на то, чтобы ну, вот,
брать и, в общем-то, пикетировать вот эти мероприятия. У нас же демократия. А дивіться, Зніміть вот это все, это Послухайте. другим людям. послухайте. И цветы сейчас возлагаются Послухайте мене, будь именно ласка. тем людям. Дивіться, так А я не не вот проти это, что вас. вы Я не сейчас проти вас. То есть, смотрите, пришли там взрослые, они разные люди, они возлагают цветы. Они там наклеили, ну, какой-то свой вот этот вот плакатец, понимаете? Ну, взяли и наклеили. То говорит, сними, убери. Зачем ты это делаешь? Люди цветы возлагают. Это память тем людям, которые там защищали. А он говорит, нет, давайте пообщаемся, у меня пикет одиночный. Послухайте. Цветы сейчас возлагаются Послухайте мене, будь именно ласка. тем людям. Дивіться, так А я не вот проти это, вас, что вы я не проти сейчас вас. Але дивіться, наша Снимите. конституція, послухайте. Постройте себе Дайте я вас мемориал. послухаю, а потім Нет, ви слухайте. постройте себе мемориал и там клейте, что хотите. Здесь люди почитают совсем других людей. Добре, Берите это. дивіться, дивіться. Ух ти, як вас багато. Вон Чому? отсюда. Почекайте, почекайте. Вон отсюда. Почекайте. Пошли. Дивіться. Ви навіть не хочете говорити. Чому? Почекайте. Добре. Давайте з вами поговоримо про історію. Ты живешь ради них, ты понимаешь? Дивіться. Тебя бы немцы, план ОС был, 30 І це миллионов жахливо. сразу. І це жахливо. Я з вами згоден. І це правда. Німці вбивали і творили жахливі речі. Если правда, так вот и надо этих людей почитать. Я згоден. Але послухайте, ви не хочете слухати, дивіться. Ви не хочете слухати. Мне очень жаль, что вы уже без А дивіться, які нюанси. Ви кричите? Добре. Дивіться, ви кричите, але ви ж не готові послухати мене. Ви бачите, ви взяли, накричали, ви не готові послухати мене. Давайте з вами поговоримо. Я за вільний діалог. с вами говорить, если вы вот камень и у тебя голова? Дивіться, я ж вас слухаю. А чому ви так? Давайте поговоримо з вами. Давайте поговоримо. Ви ж не хочете говорити навіть. Мені 12 років, вам скільки? Мне 56. Мене звати Ігор. Мене звати Ігор. У меня дед воевал. Мене звати Ігор. Я не У меня проти. 3 деда, Я не все проти. воевали. Щас, мене звати Ігор. Дочки не Як вас звати? уезжаешь. Ну чому ви так? Я ж не проти. Дивіться, моя конкретна позиція. Те, що творили нацисти, це жахливий геноцид. Це вбивство мільйонів людей. Отсюда. Господи, ви взагалі не вмієте слухати? Це жахливі абсолютно речі, які творили люди. План ОС, новий порядок, який намагались вводити, політика німецької колонізації. Україна була розділена на декілька конкретних територій. Рейхкомісаріат Україна, дистрикт Галичина, Трансністрія, куди німці збирались ввозити своїх колоністів. Це жахливий геноцид, який творили нацисти. Сейчас что происходит? Почекайте, я ж говорю про німців. Але при цьому ви не готові слухати і казати факти, що ці люди вбивали українців. Масово вбивали. Ты живешь ради него. Заради? Дивіться. Дивіться. Це не змінює того факту, що ці люди здійснювали акції Голодомора і так далі. Ну, в общем, вот такая вот история произошла в Харькове. Решили там, ну, народ решил, кто постарше вот этого Егора, 19-летнего, немножко, чтобы подучил он историю. Особенно Харькова. То есть, понимаете, в чем дело? Вот это вот вирус глобализма. Плевать, кто где находится, плевать абсолютно. То есть, у всех все какое-то общее. И все такие, так это Харьков. Это Харьков, который завоевывали, отвоевывали. Это Харьков, за который были бои. Будь здоров, какие бои. Ну, то есть, понимаете, а вот и претензия же была какая? Он там со своим пикетом, окей, пикет, зачем ты клеишь наклейку? А он говорит, он как бы наклеил, осквернил, говорит, давайте с вами поговорим. И они очень пугаются, когда людей становится больше. Очень пугаются. Вытравливают просто, выкорчевывают вот это все. То есть церкви нападают, памятники оскверняют. Но я очень рад, что хотя бы этот День Победы прошел плюс-минус на каком-то выдохе, эмоциональном, что ли, выдохе. Понимаете? Нет, конечно, там все куражатся паблики о том, что король Малайзии, который приехал на парад в Москву, получил аурус Сенат за 50 миллионов рублей. Король-то вообще сам не бедный человек, у него там около 5,5 миллиардов долларов состояния, и коллекция частных самолетов у него, и 300 роскошных старинных машин, в том числе один, который Гитлеру принадлежал. В интервью 2013 года, значит, султан Ибрагим сказал, что Гитлер был другом его прадеда. Он добавил, что машину Гитлера отправили в Англию, а затем в Малайзию, прежде чем перегнать прадеду. И вот с тех пор он это все коллекционирует и себе там вот на параде получил. История такая вещь. Ну, вот такая парадоксальная. Но не через как бы ругань и провокации, а то, что делал этот парень, это была очевидно провокация. Но на провокацию не повелись. Потому что все-таки в Харькове понимают, в какой стране они находятся, и как они, но тем не менее, как могут, отстаивают право возложить цветы и срывают вот эти их наклейки, которые они клеят. В Харькове, по крайней мере, это есть.
Все спрашивают, а почему не заканчивается война? А почему не заканчивается война? Очень любопытная информация, почему это так. Путин после парада сказал, что в 22 году войска отвели по просьбе Макрона. Ну, Макрон вообще, он умеет просить. Видите, как в Найроби студентов попросил, они сразу, видите, сразу и форум пошел по-другому, саммит точнее. Вот сейчас Путину в 22-м позвонил, сказал, не могут же они переговоры подписывать, там все, документы парафировать с дулом у виска, отводите, и те взяли и отвели. Причем, опять-таки, фигурируют вещи, что вот это их выбили, они там летели, окружали. Ну как окружали? Ну подождите, ну нет, ну пытались окружить там в районе там Бородянки, вот с той стороны. Ну а с других-то территорий, из-под Киева, почему они вышли? Потому что разгромили, потому что... Или потому что Макрон позвонил. А потом Борис Джонсон сказал, нет, давайте воевать. Ну тут интересно вообще, а кто такой Борис Джонсон? А кто он по батюшке? Правильно, глобалист, который вирусы предсказывает, который за депопуляцию населения планеты Земля. Персонаж сверху слева, кто не знал, Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании. Сын отца, который всю карьеру положил на теории депопуляции, работал на Всемирный банк, 40 лет назад написал книжку про вирус, который убивает человечество. А сын Борис еще в 2007 году написал статью под названием «Мировое перенаселение. Реальная проблема». Вот Приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати, і давайте будемо просто воювати. Української делегації була затягувати процес. Мета російської делегації яка була? Мета російської делегації була, на мій погляд, показати, вони дійсно майже до останнього сподівалися, що вони нас дотиснуть на підписання такої угоди. Щоб ми взяли нейтралітет. Це було найбільше для них справа, щоб вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія колись там, нейтралітет і дамо зобов'язання. То есть нейтралитет. Им нужен был нейтралитет. Вот это вот первый Стамбул. Просто, первый Стамбул. Ми не будемо вступати до НАТО. Тільки один пункт. Ну, фактично, ключовий пункт був цей. Все інше там косметичні політичні приправки, типу про денацифікацію, російськомовне населення і бла-бла-бла. Еще одно интересное совпадение. Нормальные приправки, денацификация, русский язык. Главное было нейтралитет. Это уже все, рукописи не горят. Это говорил член переговорной группы Арахамия. 10 лет назад, в 2010 году, Ричард Флорида, американский экономист, написал книгу «The Great Reset», где он предсказывал экономический кризис 2020 года, запускающий великую перезагрузку и четвертую индустриальную революцию. Кстати, второй автор, как мы видим, это Тьерри Маллера, также известный под псевдонимом Милтон Пил, муж ассистентки принца Чарльза. Муж ассистентки принца Чарльза. Кстати, именно папаша принца Чарльза, принц Филипп, герцог Эдинбургский, обронил однажды такую фразу: «Если бы я перевоплотился, то хотел бы вернуться на Землю вирусом-убийцей, чтобы уменьшить человеческую популяцию». И этот добрячок, между прочим, был президентом фонда дикой природы. Бжезинский сказал, в 30-х годах, 2030-х годах, на Украине должно остаться не более 20 миллионов жителей. Я рассмеялся ему в лицо, говорю, ну вы фантазер, откуда вы взяли это, откуда вы, почему вы так сказали? Он говорит, потому что больше нам никак не прокормить. Больше никак не прокормить. Не нужно больше 20 миллионов украинцев. Не нужно, как вы понимаете. И отец Бориса Джонсона, и британцы, они как бы в курсе. Ну так мы уже подходим к этому числу. Вот Путин сказал, война заканчивается. А все так ходят и голову ломают. А что же он имел в виду? А как это заканчивается? В смысле заканчивается? Ну там, что-то он знает или чего-то он не знает. Ну вот что не так? Да потому что заканчивается, норма начинает выполняться. Я вважаю, що нас менше трошки на території підконтрольній. Це катастрофа. Скільки? На підконтрольній території, за вашими оцінками? 22-25. Елемар Леніна, я знайшла правильні цифри рік тому. Зараз ви сказали, що 29 мільйонів на підконтрольній території. Минулого року 30 мільйонів людей. Куди подівся цей мільйон за рік? Як куди? Померли.
Тобто не виїхали, померли. Ну, переважною мірою померли, а як ви хочете? Как вы хотите? Никак не хотим. Это Элла Либанова, демограф. А Улютин, Минсоцполитики, у которого цифры, у которого все, он говорит, ну, 22-25. У нас, ну, десь і без війни скорочення було з 93-го року. Найбільше було населення в Україні на 1 січня 93-го року, 52 мільйони. А потім все менше, менше і менше. Населення старе, є кому вмирати, нема кому народжувати. Ну, а тут додалася ще війна, народження ще менше народжень. Відповідно, природне скорочення збільшилося, ну і трохи виїхало. Але, повірте, от основна маса виїхала в 22-му році. Перше півріччя 22-го року. От тоді виїхали. Ну, Скільки повернулося? Скільки тоді виїхали, скільки повернулося? та нічого не повернулося. Дуже мало повернулося. Ну, скільки? Менше мільйона. Менше мільйона. Да. Это мне так нравятся эти цифры. Ну, никто не располагает этими цифрами на самом деле. Минсоцполитики, у него разлет 3 миллиона. Когда у тебя 20 миллионов, ну это серьезный разлет. 22, 25. Да, да, и украинцев становится меньше. Да, и украинцев, ну, собственно, заменяют потихоньку мигрантами. А что, они оказываются дешевле. Тут все кричат, что они дороже берут, индусы-бангладешцы. Вот выходит доктор экономических наук, толковый, кстати, в экономике человек, знавал его по нескольким эфирам, Длигач. Є розуміння, якою зарплатою заохочують цих трудових мігрантів? Ну, воно кажучи, скільки їм треба платити в місяць, щоб вони захотіли приїхати сюди? Мова йде переважно про працівників з Індії, Бангладешу, Ефіопії, ряду інших африканських країн. Зарплата, за які вони працюють, відповідно 20-30% нижче за середню зарплату українця. Насправді ще менше, на рівні 40% мінус українця від української зарплати. Відповідно, зарплата на рівні 15 тисяч гривень нормальна для заохочення таких працівників. А яка їм вигода? Ну, на ці гроші прожити, ну, важко. Ну, наприклад, у Києві, та й у Львові, і в Івано-Франківську на такі гроші прожити важко. Це трудова міграція, це особливий підхід, за яким вони отримують харчування, вони живуть в гуртожитках. Це ж спеціальні інструменти, яким чином заохочуються ці люди. А з іншого боку, зарплата в $400 для них це височенна зарплата порівняно з тим, що вони отримують в своїх країнах. І це те, що називається він-він. Це виграш для всіх. Это выигрыш для всех. Вот эти трудовые мигранты, это выигрыш для всех. Все хорошо, чего вы так возбудились? 30 тысяч предлагают. Нет, какие 800? 400. Ну ты же пойдешь на 400 работать, украинец. А так нет, смотрите как. Все нормально. Украинец на службу, мигранта сюда. Это, конечно, номер. Я прям очень хочу, чтобы вот мы обсудили вот этот момент сейчас, особенно после там информации о депопуляции, которая еще папа Джонсона, ну и сам Джонсон преследует. Вот женщина, ну причем это становится бизнесом. То есть есть прям компании, которые занимаются тебе подбором персонала оттуда. И они, в общем-то, сотрудничают с разными фирмами, подрядчиками и, в общем, получают заказы. И привозят себе сюда. Я зустрілася з містером Опоку. Where are you from? Апоку. Where are you from? Ну, типа, откуда ты, Апоку? I'm from Africa, Ghana. Містер Опоко у нас з Гани. Він приїхав до України працювати на виробництво. Зараз ми трошки поспілкуємося, позадаємо декілька питань. Ну, а ви ж слухайте та розумієте, як то кажуть. So, you're from Ghana. You have been living in Odessa How for old are you? Yes. Have you seen our 42 years old. But you look so great, you know. Tell me about your country. I know that this is an ex-colony of British. Короче, ему 42 года. 42 года. Она говорит, вы вот откуда у вас там, кем вы были в вашей стране? Я знаю, говорит менеджер, что это была бывшая колония Британии. Британии. Бывшая британская колония. И ты вот оттуда к нам приехал. Из одной колонии в другую. Country, right? So English is your native language. Да, английский родной. Второй язык. Вы знали, куда вы едете? Он говорит, конечно, знал, да. Хлеб. Хлебозавод.
А какая была прошлая работа? Он был водителем. Водитель в Гане. A driver of some heavy lift or usual car. Ну, обычную машину водил. So you were... Короче, там 42-летний таксист приехал. Бачите, Чарльз має досвід, він був у Гані водієм таксі. So, why did you decide to go here to Ukraine, to start a fresh page, to change your life? So, Ты говорит, что ты приехал? Новая страница, изменить свою жизнь. Вот что тебя сподвигло? Ты, 42-летний водитель из Ганы, вот приезжаешь сюда на хлебзаводе работать? Totally, let's say like this. Okay. Any person want to move forward in your life. I decided. Вперед каждый должен двигаться. Ну, из Ганы в Украину, это же вперед. Да, вот я решил приехать сюда работать. Do you have a family? Yes. Kids, wife? How many kids? 5 детей. 5 kids. 5 детей имеет. 5 діточок. Уявляєте? I cannot imagine because I have only one. I have a 17-year boy. Oh my God. 14-year. And 11. 11 as well. Yes. And 8. Слушайте, как он помнит всех. 17 и мало меньше. 5 boys. 5 boys. 5 хлопців. Боже, а чему она так радуется? Что мужиков давно не видела в Украине. Ну, это Одесса, между прочим, они там продолжают. Видел море, говорит, наше Черное море. Видел всю красоту? Видел, да. Одесса, мама, учи. Не, никого нет. Никого нет. Did your wife call to you and asked how was your flight? How was the life? Are you safe? Right? Yes, I'm safe. What are you eating in here? Oh, I'm safe. You're safe. Okay. Have you tried something from our local food? No. No, not yet? Ну, такие вопросы. Что кушал, что нравится, что не нравится. Как-то прям запала она на него, на этого гонийца 42-летнего. Прям как-то так вот, прям такие анкетирование, как будто кто-то важный. Рабочий на хлебзавод приехал, представляете? Как будто вообще там мужиков нет, и вот приехал гонеец. Черное море черное решил увидеть, понимаете? И такие прям вот это все. Ну, она же его в своих целях, она же в том числе его и продает, там картотека туда-сюда. Но тем не менее, ее воодушевление меня вообще обескуражило и непонятно. А вот, например, индус. Вот так вот. Вот это я понимаю. Центр города Львова. Нормально. Отжигает. Смотрите, как хорошо. Прекрасно, я бы сказал. Ну, так вот индусы, скажем так, веселят публику. Нормально танцуются. Они помоложе бывают, эти индусы. Да и вообще. Вон, в Ивано-Франковской области, в Коломые, тот вообще что-то заперся на крышу и не слазил, а снизу его другие там что-то. Что произошло, вообще непонятно. Пам'ятай, чужинец, тут господар украинец. Понимаете? Вот это я понимаю. Индусы, вот эти вот темненькие. Вот это нормально. А что у нас с нашими? Как демографию вообще поднимать? Вот тут размышляют на телевидении из офісу міграції. У нас на 10 жінок, за останніми даними, народжується лише 6 дітей. А для того, щоб ми зберігали чисельність населення України на одному рівні, потрібно, щоб народжували хоча б 22 дитини на 10 жінок. І чи можливо, відповідаючи на ваше питання, чи може в нас... 22 ребенка на 10 женщин нужно, чтобы рождалось. Для того, чтобы хоть что-то более-менее было. Ну, то есть по 2, а лучше 3 ребенка, чтобы каждая украинка рожала. Вопрос, они-то, может, и будут рожать от кого? От кого? От водителя из Ганы?
Змінитися ситуація, і всі жінки почнуть народжувати хоча б там по 3 дитини, і щоб все було дуже добре. Я не говорю про 5-7. Насправді ми, як сучасна країна, країна, в якій люди більше думають про себе, котрі розуміють, що дитина – це не просто про задоволення, а це проект майбутнього, а в майбутнє потрібно вкладатися і часом, і грошима. В умовах, коли ми, давайте відверто казати, ми не знаємо завтрашнього дня. От ми всі в Україні не знаємо завтрашнього дня. Черговий обстріл, і невідомо, куди прилетить шахет чи ракета. Конечно, ну так и есть. Ну, то есть, да. Так а кто должен нам уверенность в завтрашнем дне предоставить? Наверное, власть? Нет, Путин. І люди просто не хочуть ризикувати своїм життям, вони не можуть прогнозувати своє майбутнє, і зрозуміло, що вони не замислюються про народження. І в умовах війни, на мій погляд, це нормальна ситуація. Але давайте подивимось на іншу країну – Південна Корея. Немає війни. Країна, яка є лідером по виробництву автомобілів, електроніки і таке інше. В них народжуваність така сама, як і в Україні. 7 дітей на 10 жінок. Більше відео дивіться на YouTube-каналі Новини Лайв. 7, скажем так, рождаемость. То есть, смотрите, всех успокаивают. Ну, то есть, мигрант – это нормально. Нормально, $400, все хорошо, там, видите, там куча детей, там будет высылать, их там будут кормить, они будут жить в общагах, все хорошо. То есть никак не повлияет. Это же все побеждают. И мы побеждаем, как украинцы, и как бы и работа работается, и денег немного по сравнению там с нашими украинцами. Ну и здесь то же самое. То есть все нормально, все хорошо. А что ты тут переживаешь? Посмотри вон на Южную Корею. Вот на Южной Корее. Тоже рождаемость, ничего страшного. А сколько будут получать? Да какая разница? Главное, чтобы власть получала хорошо. Вот этот вот чудак, который райгосадминистрацией в Киеве заведует, который предлагал деревянные туалеты с очком, вот эти деревянные туалеты ставить на Троещине, когда вот не было тепла, не было там подкачки, света не было подкачки насосов под канализацию, и говорит, я буду рыть эти туалеты, надо готовиться. Он сейчас продолжает, кстати, так говорить, потому что следующая зима, вот точно все перебьют, а вот если я нарою летом туалетов поставлю, люди будут благодарны. Так он говорит, что у него зарплата должна бути 300-400 тисяч. Це має бути, до речі, зарплата. Взагалі топ-менеджер. Я вважаю, що на рівні міста я маю отримувати умовно 100, 102, давайте так, приблизно 300-400 тисяч гривень на місяць. Я вважаю, що достойна професійна зарплата з урахуванням мого досвіду. Это сколько там получается? 300-400? Ну, нормально, чего? 300-400 я должен получать. А у него вот это вот на кепочке еще надпись такая. Think. Ну, типа, думаю. Или там думает. Слушайте, и пчелку повесил, или что там у него. Смотрите, 300-400 тысяч, нормальный специалист, менеджер. Вот, в принципе, вот эту фотографию сейчас на стоп-кадре можно на резюме отправлять. Ты кто? 300 тысяч хочу. Я висококласний. Моєї освіти, моїх навичок. Це така зарплата, яку б ти отримав, наприклад, будучи топ-менеджером десь Кока-Кола, чи в Макдональдс, чи в Київстарі якомусь. В Київстарі я би отримував на такі позиції, я думаю, $1250 на рік, я думаю, плюс бонуси. А з урахуванням того, що це державна служба, може бути трохи менше, хоча ризики зараз більше, тому що це трансформація від корупційного, неефективного до ефективного. Під час цих ризиків ти маєш платити людям більше, щоб вони їх осягнули, ці ризики. Вони їх подолали, ці ризики, ці проблеми. Да, это же риски. Риски, надо наладить всю работу, чтобы коррупции не было. И поэтому зарплату мне давайте. Ну, тут как бы решили 300-400 в месяц платить штурмовику на передовой, представляете? Решили, ну и для штурмовика денег нет. Ну, по крайней мере, депутат говорит, южанин от Порошенка. Ми не бачимо поки в бюджеті. Є якийсь рух по фонду оплати праці, але що означають ці цифри, я, мабуть, можу прокоментувати після того, як дасть інформацію нам профільний комітет нацбезпеки і оборони. Тому що на сьогоднішній день для таких кардинальних змін треба дуже багато додаткових грошей. Я не бачу поки тут, навіть із цих, які йдуть на оборону, про які ми проговорили, там на грошове забезпечення я не впевнена, що можна щось відкусити. Це в основному стосується зброї. Але і Федоров, і Зеленський сказали про те, що вони будуть реалізовувати ці зміни. Тому, звісно, от сьогодні зараз проходить погоджувальна нарада, вже будемо більш конкретно знати трошки пізніше, про які саме зміни по грошовому забезпеченню йде мова. Ну вот так. А поэтому всех надо грести.
Денег пока нет, мы пока никто не понимает, депутаты не понимают, что там в бюджете, это просто южанина, почему? Потому что они там, ну она с комитета профильного бюджетом занимает. В бюджете денег нет, но все уже объявили, что зарплату повысили, все хорошо, а чего нет? Все нормально, можно идти в армию. В армию можно идти. Ну так, пожалуйста. Чтобы лучше шлось в армию, придумали сегодня вот реформу ТЦК. Украинская правда сообщила, что систему планируют разделить на несколько отдельных направлений. Создадут вместо ТЦК офиса резерва плюс. Значит, рекрутинг, военный учет, мобилизация разделят между разными структурами. С точки зрения рекрутинга появятся в торгово-развлекательных центрах, общественных местах определенные там пункты, стойки, палатки. Ну, это типичный квартал 95. Это как будто там тумбу поставить в торговом центре, и вот там будет рекрутинг. А чего? Хорошая же идея. А для того, чтобы, ну, в общем, как-то вот полиция, допустим, будет военнообязанных доставлять, и сделают хаб. В этом хабе можно ВЛК как бы проходить и документы все проверять. А то, говорят, справки какие-то там липовые у всех. А тут теперь тебя полиция под белые рученьки везут в хаб. Никакой бусификации, никакого избиения, все нормально. А еще одно направление будет выплаты погибшим, ну, за погибшего, там, захоронениями бойцов заниматься, военным. Но проблема, вот смотрите, классный же придумали план. Проблема только в том, что полиция как-то не хочет привозить военнообязанного в хаб. Не хочет. Все хорошо, все на мази. Полиция уперлась, говорит, не хотим. И так мы, конечно, вам помогаем, а вообще не хотим. Ну и буйным цветом сейчас растут сообщения. То в Запорожье там накрыли, услали просто долларами и евро. То вот сейчас в Запорожье накрыли фиктивное, значит, частный университет в Запорожье фиктивно зачислил 3000 мужиков на аспирантуру для того, чтобы те уклонились от мобилизации. Дела в отношении 9 человек и ректора, и дочку проректора этого ректора, в общем, передали в суд, и по версии следствия, значит, заработали на схеме $1 миллион, даже больше, ну, 50 миллионов гривен. Ну, а чего? Нормально заработали. 50 миллионов гривен, ну, то есть $1 миллион за вот эти 1000 аспирантских мест. Хорошенько прибарахлились. Все хотят заработать. Все хотят сорвать этот джекпот. Все. Начиная от каких-то... Ну, вот время такое дикое. Вот говорит же этот эксперт с офиса миграции, говорит, никто не знает, что будет завтра. Поэтому хватай, бери, рви. Вот как сегодня на Закарпатье почтальонка сообщили, что она, ТСН сообщила, что проиграла в казино 170 тысяч гривен чужих пенсий. Она должна была пойти на выплату пенсии местным жителям Закарпатской области. Но в суде заявила, что, в общем, хотела отыграться. Женщину посадили, как бы под условный срок, дали 2 года пробации и штраф 6800. Ну, она-то вроде как все вернула, сказали это, как бы почтальонка. Но тем не менее, хотела отыграться, нужны были деньги перехватить тут раз, тут сюда. Кто там считает, кто думает, что будет завтра, кто думает о своих обязанностях. Да никто не думает, что будет завтра. Абсолютно. Все у всех вот как-то крутится, спорится. А что с, так сказать, что с демографией будет? Да ничего не будет. Уже и женщин активно продвигают, что надо идти в армию. Вот я уже когда ее показывал в этом шуме. Позывной мультик, говорит, собираю свой отряд женщин, говорит, к нам отношение такое, что вот там типа губы у тебя, еще там что-то там к мужикам пошла. Это все неправда, это все стереотипы. Женщина имеет достойное место в армії. Всі чоловіки важко приймають той факт, що жінка в армії. Все, ну давайте приймемо той факт, що раніше тут начебто ж були суто чоловіки, ми прийшли до них. Звісно, ми чуємо, жінка на кораблі, да. Вже не Женщина на корабле, ну типа быть в беде. Конечно, мы это слышим. раніше вражалась.
Ну, дивіться, мені досі пишуть про губи, що у війську не заважають, що я тут за грошима, чоловіками, ну, і типу, що не воюю. Ну, Боже, ну мені що, ображатися на це? Неважливо те, що мені там в паспорті, да, там, виповнилось тільки 25. Я вже от скоро буде 5-й рік, як піде, як я на війні, і жива, маю поранення, маю досвід. І... То есть, смотрите, женщины, 25, она вот на войне, ранения имеет опыт, все. То есть, женщина на войне – это нормально. І ми тут прийшли на службу. Да, тобто ми всі воюємо. І у нас є одна мета, і одна ціль, і ми до неї йдемо. А его треба залишати отам от поза. Спочатку виконання задачі, потім вже можемо говорити, кому там що і як. Вот так вот. Нормально. Григорий. Отлично, Константин. Ну ладно, это видите. То есть они вот совсем, ну, писюхами пошли. Ну, то есть мне 25, я уже там воюю, там 21. А тут уже показывают, что девочка вообще там чуть ли не после школы. Короче, с 18 лет отправляется. Харьковчанка отправляется в ВСУ. І розказують свій путь і свою історію. Звати мене Діана. Це мій позивний Мала. Його мені дали ще в Березані, коли я прийшла підписувати контракт. Контракт я підписала доволі швидко. Так як я підписала контракт на 2 роки, в мене потім буде рік, який я можу провести просто. Я з міста Харкова, мені 18 років. Я вчилася у школі, теж в Харківській. У мене там дуже гарні вчителі, французьку вивчала. Хотіла або лікар, або творче щось, бо я малюю. То есть она рисует, она или врачом хотела стать, нормальный лицей закончила, французький язик учила. Майже все життя щось руками робити, оце мені подобається дуже. Я і волонтерила навіть трошки. Да. Малюнок мій відправили в Париж, во Францію. Що там з ним зробили, не знаю, сказали на виставці. Откритки якісь, листівки, браслети, якісь сувеніри теж відправляємо, паски, свічки робили. Так вийшло, що почалась війна. Чому ні? Усі ж йдуть. Я теж повинна щось зробити. Я солдат, як і усі зараз тут. Я йду на БПЛА дронщиком. 44-та бригада. Буду мавіки пускати. Будет мавики пускать. Эти мавики буду пускать. Я дрончик. Вот это вот. Мала. Позывной мала. Малая. Маленькая. З камерою. Ну, якщо мене не оприділять кудись в інше місце. Складновато, бо в мене не дуже сильні руки. Тут треба тренуватися, і дуже багато тренуватися. Я справляюсь поки так. Самі розумієте, хлопці посильніші будуть. Мене тут підтягують, мені тут роз'ясняють усе. Мені тут доволі подобається. Гарні люди, колектив доволі дружній. Работа на воздухе, работа с людьми, коллектив хороший, все хорошо. Усі сміються, підколюють одне одного. Весь час якісь анекдоти, сміх. Ну, вообще, пионерский лагерь, а не война. Слушайте, их все ходят там, вот, прикалываются, весело у всех. 17 лет дитю. Люди зробили таку обстановку, що ми як вдома. Що я можу порадити своїм друзям або сказати, це просто волонтерте, допомагайте якось. Це теж щось робить для нашої країни. Да, что-то это делает для нашей страны. Посмотри вот на эту малую. Вот посмотри на вот ту. Нормально. Какая там демография? Какие там дети? Кто там будет рожать? Успокойтесь. Кто там чего? Вот она где нужна. Вот нормальная, как бы нормальный путь. А чего нет? Все хорошо. Все отлично. А потом мы говорим, что что-то не так с этой страной. А потом мы видим вот такие кадры, например. Ну вот, пожалуйста. То есть это вот конкретная реабилитация одной из таких воевавших. Она с гордостью носит футболочку с шевроном. Нет руки, нет 2 ног,
но она вот старается жить. Нормальная будет демография. Нормально будет. А чего? Вот видите, первые шаги, протезы у нее. Идет она по плиточке с костыликом, с помощником. Тут второй подключается. Давайте, чего? Помогаем, молодцы. Нет, я без всякого. Это действительно это упорство, это желание жить, это... Но оно того стоило. Они говорят, что стоило, вот эти же девочки. Стоило. Или вот, например, в Ивано-Франковской области, в Ивано-Франковске, рассказывает ветеран, после ранения вернувшийся, тяжелого ранения. Коли здорова жіночка каже, то тобі нічого не бракує, кажу, так. Пішла мова за те, що я воював, щоб прийти чисто взяти довідку без черги. Значит, это Андрей Джичка, ветеран. В Ивано-Франковске его снимают. Джичку. Вот Андрей Джичка. У него разворотило лицо, ухо, в общем, ужас, что с ним. И вот он рассказывает о своем общении, там, как Жиночка, ну, женщина одна, в общении, так сказать, общаясь с ним, говорит, что это вот ветеран, ты вот, в общем, без очереди лезешь, там, какую-то справку взять. Ну, и так слово за слово и договорились, в общем. Веде. Вона каже, хуйово, кажу, а чого? Бо ти живий. А як до таких людей відноситись? Ты плохо воевал, потому что ты жив. Ты плохо воевал. Чего? Ты живой. Это ему женщина сказала. Говорит, как к ней относиться к такому человеку? І це старша жіночка, 45 років, не дитина. Але нічого, треба бути вищим це. Цікався, що пальцем тикають, але я на то уваги не звертаю. От треба ніс вирівняти, бо він трошки косий. Вухо зробити, бо праве вухо, воно глухе, барабанна перетинка порвата. Око я зрозумів, що немає. Десь після того, як я прийшов до тями через місяця 3, коли я прийшов до тями, бо я ж не знав, що в мене одне око. Я розумів, що я щось промахуюсь, не можу взяти. І підсвідомо ти сам вже підлаштовуєшся під це. А коли тобі кажуть, у тебе ока нема, кажу, та. А, ну добре. Нет глаза. То нет и нет. Ну, хорошо. Вот что такое эта война. Вот какая это война. И вот какая цена. Май, июнь, июль, август. Вот какая цена. Об этом никто не думает. Об этом Зеленский не думает. А зачем ему думать? Ну вот так это все и происходит. И на эту войну гонят. И переговоры, говорят, а что? Спросили у еще одного там азовца, да, азовца, Кратевич есть такой, который ушел и начинает там рассыпаться критикой в сторону там командования еще из 3-й штурмовой или 3-го корпуса. А что ты думаешь о переговорах? Можно с ними вести переговоры? Можно, говорит, но нужна сильная позиция. З ворогом взагалі реально сідати за стіл переговорів? Просто у вас був досвід виходу з Азовсталі. Вони ж, я так розумію, не дотримали домовленостей своїх. Это капец. Говорит, можно с врагом вести переговоры? У тебя же опыт был выхода из Азовстали. Экстракшн который. То есть выход из Азовстали. Это опыт. Це не тільки вони. Тут треба розуміти якийсь елемент дипломатії. Коли ти повинен стримувати своє слово, ти тримаєш його. Коли ти можеш не тримати, ти його не тримаєш. Багато хто взагалі в світовій історії. Дипломатия, это можешь не держать, не держи. Можешь держать, держи. Ну, то есть, как тебе выгодно. Пацан дал слово, пацан взял назад. Свої слова не тримав. З ворогом можливо сідати за стіл перемовин тільки коли ми знаходимося на висоті над ним. І це варто робити, це можна робити, але тільки з сильної позиції, абсолютно сильної позиції. От. І це можливо, знову ж таки.
ми можемо стати в сильній позиції. Я просто хочу, щоб всі зрозуміли, що ми можемо, в нас є сили. Ну ж таки, у нас дуже багато проблем, які вирішуються методом лоб в лоб, як у військах. Не знаю, може ми люди такі. Я сподіваюся, що ні. У нас з цією ж мобілізацією, у нас такі, проблеми, люди не хочуть воювати. А ви їм пояснюєте, як треба воювати? Окей, давайте перейдемо до Міністерства оборони, мого улюбленого в тому числі. Ми бачимо всі білборди. Азов, 3-я штурмова, інші бригади, Кракен і так далі. Як ви думаєте, хто це робить? Це роблять бригади самостійно. Я вибачаюся, марафон не дивлюся, коротше, але, я не знаю, там є реклама якась, типу... Рекламу давайте. Вы вообще рекламируете. Давайте, рекламируйте. Вообще, как бы это прекрасная вот эта практика, да, в 3-й штурмовой, это вообще нечто, да. Вот 3-я штурмовая, медийный вот этот, раскрученный. Там вообще такая атмосфера, прям вообще вот так. Там полиграф пройти, вот как 2 пальца об асфальт. У нас командири любого рівня в будь-який момент можуть приходити пов'язані, там, наприклад, з закупівлею, можуть приходити поліграф, мої працівники. У нас це нормально, це не викликає якоїсь реакції, що типа, вау, мені щось не довіряє. Ні, це нормально, це як, виникло до мене питання, я кажу, я сам скажу, так ні, дайте мені поліграф, навіщо мені щось доказувати, да, там. То есть зачем мне что-то доказывать? Дайте мне полиграф. Они сами просятся на полиграф. Вы представляете? Сами просятся, сами сунутся на полиграф. Умовно кажучи. Тобто всі механізми, які в принципі існують для того, щоб все було максимально чесно, прозоро, хоча б всередині нашого організму, да? Абсолютно все це робиться. Все там честно в этих бригадах. Все честно. Да в других, может, какие-то там нечестные, а в этих, конечно, все честно. Так это... Пожалуйста, чего нет? Все хорошо. В этих бригадах все честно. Вот азовец конкретно объясняет, за что воевать. Вот спрашивают, за что воевать? Вот что должно быть на билборде? Ми ж бачимо, що бусифіковані отакі мобілізовані, вони зараз там на Запоріжжі розносять, і відбивають там нашу територію. Тобто їм воювати можна. Ими воевать можно, бусифицированно. Вы же видите на Запорожье, смотрите, ими можно воевать. Тобто треба цим просто людям пояснити, за що, наприклад, ми воюємо. Що це не за гроші Міндича, ні за Зеленського, ні за що. Ми воюємо за те, щоб наша Україна, вона існувала. І ми як нація існували, тому що ворог нас буде знищувати. Ми знаємо, що було після перших визвольних змагань, що потім люди, які не долучились до збройного супротиву, їли власних дітей. Ми розуміємо, що це повториться. Там перший, другий, третій наш шанс просто не дадуть. І ми це маємо пояснювати особовому складу. Да, должны объяснять. Лично мы там ели собственных детей. Кто бы говорил про детей, это вот случай в Кривом Роге. То есть, конкретно посреди дома, на детской площадке, Кривой Рог, да, мужик начал душить ребенка. Там пришли вовремя, отбили, женщины поналетали, забрали этого ребенка. Мальчик сколько там, лет 10, может, не знаю, 9-10. Переклинило, начал душить. А на днях вот это другой, да, начал стрелять, потому что сирень сорвали у него из-под хаты. Стрелять прям начал. Не попал, в общем, никто не пострадал. Тут тоже всех задержали, и того, и этого. Но тем не менее, это вот параллель конкретно про детей. За что надо воевать. Это вот я понимаю. Нормальная война. А кто такие ухилянты вообще, да? Вот кто такие ухилянты? Это вот сын митрополита Лангина, который на проповеди рассказывал, как пытали его сына в ТЦК. У цій державі. Я люблю свою державу. Я в цій державі вже проробив 45 років. У цій державі. І з 90-го року ми опікуємося дітей-сиріт. І мені
зовсім не страшно. Їм має бути страшно, що вони порушили закон Божий і Конституцію України і права чоловіка. Вони преступники. Мы рабы Божьи, православные христиане. Но они преступники. Коли забрали мого батюшку, перший раз їм було страшно цього одягу. І приводять по підрясник на ньому. Я молчал, но молчать больше не буду. И он рассказывает, как забрали батюшку, ну, и что вообще с ним происходило. Порвали подрясник. Заставили копать яму, глубина 2 метра, бросили его в яму, заливали водою полную яму и тримали всю ночь. Вот где преступники. Вот это проклятие. Иголки под ногти. Иголки под ногти. А что хотели? Что хотели от батюшки? Что хотели от сына-то? Что подписали, что самовольно идут воевать. О, что доброволец? И базе армия. Коли забрали моего сына, всю ночь били его, наполнили бутылки водой и песком, и всю ночь его били. Это неблагословенный народ Божий. Все варвары, все уничтожение Украины, геноцид украинского народа. И пусть опоминаются. Дальше я молчу, потому что я тайна нашей державы. Я люблю цю державу, бо вона моя, вона наша, не їхня. Ми тут жили, живемо і будемо жити, бо вона наша і дорога наших душ. Но остановите эти беззакония. Остановите. Пройдет час, у меня все снято на видео. Як меня уберут, как мне обещали убрать меня, то не уберут. Вот не только я знаю, но все есть снято на видео. А про цього я ще буду молчати за то, що я люблю свою державу, свою Україну. І ради неї я буду терпіти. Ну, в общем, будет терпеть митрополит Лонгин. Но видео, понятно, есть. Но смотрите, это же полный лютый беспредел. Лютый беспредел. Причем он говорит, я люблю свою страну, я не за Россию, я за Украину, но так со мной поступают. Причем это в Украине люди, а за рубежом есть люди. Он рассказ эмигранта с Украины, он с 13 года выехал. Ровно об этом же самом. Про войну. Я украинец. Смотрите, я надеюсь, что никто бы, русский бы в своем уме не стал бы делать на руке татуировку. Я размовляю украинскую мову, у меня синий паспорт. Я с 13 года живу в Польше. Скорее всего, никогда своих детей уже не привезу в Украину и никогда не буду воевать. Я против России максимально. Тот, кто с мечом пришел на украинскую землю, должен в этой земле и остаться, ее удобрять, уже никогда не уйти оттуда. Вот так я считаю, это мягко говоря. Но воевать никогда не буду, потому что я не хочу воевать за тех людей, как ТЦК, которые берут по 30-40 тысяч взяток. Я не хочу воевать за страну, в которой человек пьяный может сбить на автобусной остановке 7 человек, как в Харькове это было, и через 1,5 года выйти на волю за деньги. Я не считаю, что это нормально. И за что воевать? За то, чтобы нормальные люди шли умирать, оставлять своих семей без отцов, а чтобы люди, которые сидят и на этом всем зарабатывают, сидели там дальше, я не считаю, что это нормально. Поэтому за такую страну я воевать не хочу. Можете меня хейтить, обзывать как угодно, ухилянтом, мне по барабану. Я буду воевать только за свою семью и за себя. Если кто-то ко мне домой придет, вот тогда я уже как бы, естественно, никуда не буду убегать. Ну, за Польшу будет воевать. Он будет за Польшу, он выехал в Польшу еще давно, за него будет воевать будет. Он говорит, надо остановить ТЦК, там, владыка рассказывает. А как ты его остановишь? Ну вот, пожалуйста, адвокат. Подольський ТЦК сунулся. Я є адвокат, і мені казали, що нададуть зустріч з ним. Читайте свій закон. А який Якщо ви це? адвокат, пішов на. Це ти мені таке кажеш, а? Ну що, сука, блядь? Це ти на мене руку піднімаєш? Я на тебя руку поднимаю. Ти на мене руку піднімаєш? Ты первый на Ти- меня руку поднял. Пошел на отсюда.
Ти що, ти ТЦКшник, як ти себе поводиш? Я ТЦКшник, пошел на отсюда. А хто ти? А хто ти? Пидор ты голимый, пошел на. Ти хто такий? Поліція Києва, слухаю вас. Мені зараз тяжко дихати. Швидка потрібна? Хай, напевно, і швидка зразу приїде, тому що я задихаюсь. Він каже, та пішов і бере з усей, не знаю, чи в нього, чи кастет був, чи що. От сюди мені в грудину. Ну, важко дихати. Проходьте сюди. Скільки вам років? Закрита травма, як воно правильно? Закрита травма грудної клітини. Я не знаю, дивіться, тиск. Закрытая травма грудной клетки. Это вот адвокат пришел к своему подзащитному в ТЦК. Ну и все, получил, так сказать, отворот-поворот. Киев, столица, так сказать. А что там по регионам? Вот там это рассказывала менеджерка Ганицу, что вот это южная столица Украины. Вот, пожалуйста, рассказ инвалида из Одессы. Приезжает этот микроавтобус Volkswagen, остановился, областное ТЦК. Документы есть какие? Он говорит, я инвалид второй группы, вот я живу напротив. Говорит, давай, что есть. Он дает инвалидское удостоверение. Они ему говорят, садись в машину, это фальшивое удостоверение, садись в автобус, поедешь с нами. Они начали бить ногами. Лопнуло колено, трещина 11 миллиметров, ну, сантиметр, трещина по всему колену. А я, короче, приехал, говорю, я так и так, говорю, сына забрали. Они говорят, никого не забирали, вот, уходите отсюда. Он берет этот, как его, газовый баллончик и в лицо, знаете, вот слезоточивым газом. А я уже начал там плакать, говорю, мне уже под 80 лет, а вы меня этими баллончиками, слезы, ну, текут, печет, глаза. Он говорит, молоком промоешь дома, давай уходи отсюда. Молоком дома промоешь. Молоком давай, нормально все, дедок. Брызнули тебе тоже. Ну ничего, подразнили слезовыделительные железы. Открываю двери, а я смотрю, там 4 человека сидят на сиденье, а своего сына не вижу. А папа, я на полу лежу. Я что с тобой? Мне, говорит, ногами били. Колено лопнуло. Колено лопнуло, ногами били. Ужас, что происходит. Ужас. А все рассуждают о каких-то ухылянтах, понимаете? Все о каких-то ухылянтах рассуждают. Все каким-то образом там пытаются чего-то придумать эдакого. Ці ідіоти, дебіли з Верховної Ради, кончені, вони спочатку голосують, а потім читають, що вони голосують. А є ще вибачте, бо я по-іншому не можу сказати, з міністерствах, відомствах. Тобто вони думають, що вони залякають частину суспільства, і вона побіжить захищати. А ти скажи, що з ними робити там з тими? От десь, у мене зараз є один ухилянт, у мене, да, там вдома. По-перше, у нього здоров'ям, в нього титанові пластини, там, ну він годен. Ну, він ходить від вітру, шатається. Ну, Ходит. От ветра шатается. Титановые пластины. Ну, он годен. Ну, а что, годен? він ухилянт. Ну, тому що подивились за ним, нема нікого, нічого, він там в сім'ї там залишився сирота. Вони вирішили його там призвати, вручили пару повісток, він бронік не винесе, щоб ти це розумів. Вони про це не думають. Вони думають, що кнутом вони зможуть загнати невмотивованих людей напередок. Тепер скільки їх втіче от звідти? Ну, дивися, про те, що це в нас СЗЧСників десятки тисяч, я за сотні не буду говорити, але я тобі скажу, десь 30-40, гарантую. Ну, 30-40. Понятно, все приукрашают, все вот таким вот образом ведут себя. Даже Надя объявилась. Как это? Птица Феникс, да? Сейчас модная песня российская. Феникс. Да? Зажечь огни земли. Вот Надя зажгла. Тоже, говорит, ухылянты вот эти. Всякие там медийные блогеры, вот это вся вошла. Всех на фронт. Оці лідери суспільних думок, які себе так називають, це в основному ухилянти. Короче, все лидеры общественного мнения в селом это ухылянты. Вот так вот. Давай прям жги, Надюха. Сіні активісти раніше їх називали, зараз вони ухилянти. Давайте перечислимо, давайте спробуємо перечислити, кого от я останній час бачила в медіапросторі. Шабунін, Стерненко. Подожди, Стерненко, советник министра обороны. Надя, ты чё? Шабунин, этот антикоррупционер главный. Какие ухилянты? Хто там у нас ще такі? Давайте, Бутусов. Бутусов? Нет, это не тот, который песни поет, а Бутусов. Он же прям не вылазит, он же передок, там новости с фронта. Бутусов, говорит, ухилянт. Ще когось згадаємо. Це чоловіки, які не є військовослужбовцями. Або якщо є військовослужбовцями, то десь далеко тилових частин, які гарно примазалися. І вони зараз про це говорять. Або там ще хтось про це говорить. Там купа ухилянтів, які там повтікали за кордон, якісь лідери суспільних думок були.
От давайте згадаємо про цих людей і подумаємо, кому вони роблять мозок, таким як самі, які теж не хочуть воювати. От і все. Це лідери суспільних думок, таких трусів, як і вони. Справжні люди, які пішли, які готові піти, їм гидко слухати таких лідерів суспільних думок. Вот так вот. И лидеры общественного мнения тоже не такие. Но они, правда, молчат. Я вот сейчас не знаю, они вообще расскажут что-нибудь о том, что вообще происходит, да? Что происходит вообще? Ну, то есть с Ермаком. Где вот эти? Где вот эта вся история? Ну, понятное дело, что вот эти ухилянты, вот это все. А что с Ермаком? А как быть? Сейчас, ну это, наверное, может, завтра, наверное, разберем. Появилось видео Юлии Мендель, бывшей пресс-секретаря Зеленского. И она рассказывает Такеру Карлсону, который требовал, ну, Зеленский, который от нее требовал, чтобы пропаганду вели, как у Геббельса. Зеленский был недоволен падением рейтингов, говорит, что эта команда по связям с общественностью не доигрывает, не дотягивает. Говорит, самое главное, нам нужно 1000 говорящих голов. И если 1000 говорящих голов говорят о позитивных вещах, то позитивные вещи происходят. И люди верят, что есть позитивные вещи, пересказывает Мендель. По ее словам, Зеленский, ну, в общем, Мендель утверждает, что сотрудники офиса пытались возражать, приводили примеры там обещаний невыполненных, в частности, о переселенцах из Донбасса. А Зеленский ответил, нет, если говорящие головы 1000 человек скажут тебе, что это происходит, значит, это происходит. Там очень интересно и про героин, и про, в общем, ну, много интересного. Много интересного рассказала Мендель Такеру Карлсону. То есть это надо будет еще посмотреть, переслушать и осознать. Но интересно происходит. Так а где же эти активисты, которые здесь сейчас говорят что-то? Нет, все очень легко, например, осуждают, помните такого ведущего Андрея Доманского на Интере? Он там кулинарное шоу вел, все там разные там проекты. Вот его разыскали, значит, у него российский паспорт, схемы его разыскали, получил российский паспорт, работает в России. В Петербурге паспорт получил, в марте 23-го начал работать разработчиком в Совкомбанке технологии, IT-подразделении российского банка. Сам этот банк находится под санкциями. Потеряли, так сказать, бывшего мужа Лидии Таран, ведущей ТСН бессменной. И видите, как все осуждают. Вот это мы рассказываем. А про Ермака кто-то расскажет? Или нам слова Мендель кто-то ответит? Мендель пошла в атаку на Зеленского уже. Это уже тоже о чем-то говорит. Причем интервью у Такера это прям полный разрыв. Но украинцам это не надо. Надо, чтобы 1000 человек сказала, что это, вот как Мендель сказала, что это плохо, и это будет плохо. Поэтому мы и видим кучу, просто огромное количество самого разного, да, самого разного дерьма, которое происходит, льется, и никто ничего не возражает. Отсюда, например, и за рубежом такие же вещи происходят. То, что там врачей украинских увольняют из Польши, плевать. Головне ж державную мову. Надо, чтобы сказала 1000 человек. 1000 человек осудит, что ты говоришь по-русски, и все, и все остальные начнут стесняться и уже пытаться ломать язык и говорить на українському. Українці, які не розмовляють на українській мові, для мене не є українці. Поняли? Украинцы, которые на украинском не говорит, для нее не украинцы. Я би ту всю почистила, я якби була президентом, ті, що говорять на русській мові, всі би почихали до цара. І там би се балакали на тій російській мові, аж би їм пузо пукали. А в Україні були би тільки ті,
що говорять на українській мові. Я не виділа ні одного італійця, щоби говорив на другій мові. Вони трясуться за свою мову, а ви, курча мать, всі говорите, блядь, на русській мові. А курча мать это по-украински, наверное, только что сказала, да? Руганулась чисто на українському. Оу, спокійся трохи, і не пишіть мені в приват, і не угрожайте мені, бо я в сраці тут все мала. Бо я вважаю так, і моя думка така, і вона лишиться незмінна. Такого не існує, щоб я змінила, бо хтось щось там чихає своїм язиком. Конечно, никто ничего не меняет. А что менять? А что тебе менять? А кто это вообще такая? Украинка в Бельгии. Фотография, конечно, худее, моложе, килограмм на 30, но тем не менее, украинка в Бельгии, вот так вот. Нормально всем украинцам рассказала, как им надо говорить. И это ее мнение, и никто его не изменит. А плюс, откуда вот эта история, когда Мендель Такеру Карлсону рассказывает, что Зеленский прям научил всех, 1000 человек, надо 1000 ломов купить, ну или придавить, или прижать, и чтобы они все в унисон говорили что-то хорошее, значит, что-то хорошее будет происходить. Откуда это? Потому что многие очень хотят служить. Зеленскому, в принципе, власти служить, а Зеленскому, видите, как хотели служить, очередь выстраивалась. А все почему? Да вот почему. Вообще в этой жизни хорошо, независимо от того, какая система, социалистическая, капиталистическая, под халиму живется хорошо. Везде одинаково. Вот нет у тебя хребта, готов ползать и лизать, и ты будешь везде, в любом строе очень нужный человек. И сделаешь очень хорошую карьеру. Есть у тебя свой стержень, жизненные принципы, в любом строе тебя сотрут и сомнут. Такие люди не нужны. Согласны? Поставьте лайк, пожалуйста. Да, друзья, ну что, пошумели сегодня знатненько. Мы уж, 2 часа в эфире. Так, значит, это у нас советник не Стерненко, а другой, Флэш, который бескрестно, в дом которого стреляли, между прочим, попадали дроны, он публикует НЛО. Представляете? НЛО украинцы увидели. Ё-моё. НЛО в небе над Украиной зафиксировано украинскими, а то все как-то посмеялись, что украинцы тоже наблюдают за НЛО. Вот, пожалуйста. Все есть. Вот такой контакт. Представляете, такая история? Что это может быть? Чё за история? Нормально, НЛО. Вот, пожалуйста, в небе над Украиной. По его словам, видео снято в мае 2025 года. Объект находился на высоте 800 метров от земли. И, в общем, вот такие кадры, такими кадрами располагают украинские военные. А вы говорите, НЛО не существует. Конечно, существует. Так что я думаю, что там и вирус, и НЛО, и все вместе, вот это вот все вкупе, может что-то хоть так сдвинется с мертвой точки и как-то изменится. Подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Друзья, всем спасибо за поддержку. Значит, спасибо большое, Слон, за поддержку в суперчате. Это фламинго пишут. Ха-ха-ха, да, это точно, это фламинго. Но это не фламинго, это какой-то ежак. Ебжачок какой-то. Так, хотели бы вы, чтобы посадили Ермака? 11% да, заслужил, Дейзе надо отбелиться. 17% кто же его посадит, он же памятник. 35% все равно, лишь бы война кончилась. И 37% больше хочу, чтобы Зеленского посадили. Ну, Зеленский, конечно, да. НЛО пропутинское, а то, конечно, пропутинское. Вы же видите, что они же почему это изучают? Потому что вдруг это новое оружие России. Представляете, как это дуру запустили над небом? О, так, друзья, ну что, как бы давайте пробежимся по вашим комментариям в сообществе YouTube. Ага, шуметь по Ермаку, это да, привет из Севастополя, привет. Угу. Так, вопрос, Александр. Вас не настораживает нависание похабного мира? Он же ведет к унижению народного сознания обеих сторон, которое будет жаждать отмщения и реванша. Так на это расчет, Петр. На это расчет. Вот смотрите,
расчет на то, чтобы закончить все вот так. Раз, закончили, все остались униженные, и чтобы это все бурлило и зрело дальше, и не давало развиваться. Я вам скажу страшную мысль. И она вот у меня давно, кстати, так сидит во мне. Что Россия, что Украина, посмотрите, пожалуйста, развитие IT-технологий, доставка, всякие услуги, банковские карты оплаты, вот эти все электронные, все на свете. То есть вот такая современная жизнь, электромобили, зарядки, вот это вот все там, Wi-Fi, какие-то там новые решения, приложения. Сейчас даже как-то самый маломальский там, не пойми какой магазинчик делает себе свое приложение на Гугле и на Apple. То есть шло все вперед. И реально в унисон, и реально ноздря в ноздрю. То есть в России такая же точно цифровизация и технология. А представьте, не было бы этой войны. Ну, люди, украинцы, поехали в Европу, посмотрели, как там записываются к врачу, какие там есть очереди, что там вообще из себя представляет сервис, в том числе электронный, так немножко прибалдели и сказали, елки-палки, у нас самая удобная страна в Украине, в России точно так же. А представьте, это все бы объединилось и как бы вышло через конкурентную среду, так Европу стерли просто, смели. Новыми технологиями, новыми решениями. А это херня, война. Нас тормозит. Главное маневры. Понимаете? И это такой маневр. И поэтому похабный мир это для того, чтобы мы не помирились, чтобы точили кинжал дальше друг на друга, чтобы это все тлело для возможного, ну, какого-то там вот всплеска где-нибудь тогда, потом, когда это все будет готово и все перетопчутся. Добрый вечер, Александр. Спрашивали по поводу Путина, что он сказал, война заканчивается. Вот результат. Сегодня подозрение Ермаку. Сегодня САП выдала. Ну, следующие новости, я думаю, будут. Зеленский едет в Москву на переговоры к Путину. Ха-ха-ха. Владимир, в каждой шутке есть доля шутки. А может и поедет, а чего? А может возьмет и поедет. 3 раза говорил, что не поедет. На 4-й поедет. Да, Ермак это очень близко. Это самое вот мягкое вот это вот подбрюшье. Вот так цап схватили, это очень больно. Посмотрим, что там по факту и как будет отбиваться Ермак. Но даже сам факт, что Ермак под подозрением. Умеров едет страну представлять, на пленках фигурирует. Ермак подозрение. Так, где можно пересмотреть реестр предыдущих стримов передач? Заинтересовала передача, в которой Игорь Мосейчук ответил на мой вопрос по поводу, является обязательно эвакуация госслужащих в случае смены юрисдикции населенного пункта. Наталья, ищите в поиске Мосейчук, пишите, и вам на канале выпадет весь Мосейчук. Этот вопрос сейчас навскидку не вспомню, надо искать. Так, шумного шума. Когда первый раз почитал позорнейший недоуказ президента-узурпатора, у меня была реакция сродни вашей во время эфира и с такой оценкой относительно плевка в остатки государственности. Изюминкой выглядело ваше цитирование за несколько минут до этого слов Димура о том, что люди еще чему-то удивляются. Александр, вы после этого уже все увидели в жизни, чувствуете, что будет собираться большая очередь и так далее, чтобы постоянно стучать снизу и пробивать днище. Я думаю, что мы уже на излете. Все, заканчивается пробитие днища. Простите, пожалуйста, но мне кажется, что это конец. Ну, дальше уже все. Ну, куда уже дальше? Это просто какой-то лютый позор с этим указом и с тем, что сейчас происходит с Зеленским. И как он красиво, видите, вот это все, вот, хорохорился. А сейчас его зазноба под подозрением. Казахстан, Португалия. Вопрос. После окончания войны через какое время начнется СВО 2.0 и почему? СВО 2.0 не начнется. Не будет СВО 2.0. Будет война с Европой. Да. Ну, типа как мировая, как там попадет она в учебники. Но СВО 2.0 не будет. Или не будет ничего. Но я склонен считать, что не будет ничего. Прекратите Нарика и президента России, выдающегося лидера, ставить на один уровень. Видеть российского президента рядом с наркоманом – это позор. Ну, понимаете, в чем дело? Этого же никто не спросит, не скажет. Ну, нет. Ну, вот вы тут пишете «позор», «видеть». В смысле? Конечно, ну, а как по-другому?
Это противостояние, это вот в том числе, он же как господин Зеленский теперь для Путина. Это противостояние. Я вот все так вот, видите, вот это сравнивают, там, вот, там, нарики, там, когда Путин говорил, военные, берите власть в свои руки. Нет. А тут господин Зеленский. Потому что противника надо уважать. Поэтому господин, причем это было сказано нарочито, именно как бы для западных партнеров. А так я думаю, что этой встречи, ну, маловероятно, что она будет. Только если будет подписана капитуляция, тогда да. Ну, только так. Приехали, подписали, уехали. То есть встречаться, чтобы там что-то размышлять, как чего будет, этого не будет. Хотя это Зеленскому очень нужно, это бы признало его статус, его легитимность. Александр, все-таки есть вопрос, на который мне ни один украинец не дал комментарий. На примере вот того товарища из Польши в желтом. Он что говорит? Россия, безусловно, виновата. Россия, безусловно, напала. Она поступила плохо. Но при этом воевать они не хотят, потому что воюют не за Украину, а за власть. Так по этой логике Россия воюет не с Украиной и с украинцами, а с властью, что, соответственно, бьется с тем, что заявляет наше правительство. Я понимаю, что от этого при этом страдают и иные, как цинично не звучало, это побочный эффект. Как по-другому, если армия мимикрирует СВО, местоположение производства под мирные объекты, или просто зависит от объектов энергетики? Ну так не без этого. Мимикрируют, прячутся, конечно. Воюют с правительством, воюют и с народом, и с правительством. Войну народные объявили зря. Изначально. Но по-другому не справились, потому что государство слабо. Украина сейчас в слабом положении. Украина теряет, Украина получает хорошие удары, оплеухи, о них просто не говорят. Они просто, молчат. А Украина уже стонет от ущерба от этой войны. И прямого, и людского, и экономического, и любого. Но это же не принято говорить об этом, понимаете? Не принято. Так, что у нас здесь в чатике? Уже 12 ночи. Перевалили мы, так сказать, за полночь. Да? Так, Парагвайская война. Тоже под конец были дети 10-14 лет. Видимо, да. Так. Где Зеленский гастролирует? Да нет, вот видите, у себя принимает всех. Господин, но не президент. Ну да, господин сказала, президент нет. Господин Зеленский, без слова президент. Правильно подмечено. Так, Александр, если вы вдруг окажетесь в Ташкенте, мы вас закормим вкуснейшим пловом и шашлыком. Подумайте, может, это к нам в гости. Спасибо, Ева, за приглашение. Узбекский шашлык потрясающий, и плов особенно классный. Мне довелось в Киеве в посольстве Узбекистана на званый ужин приходить. Ну, там приглашали, и прям познакомился с... И там вот именно узбекский плов. Это, конечно, нечто. Но говорили, что вот прям сделано вот идеально, один в один. Ну, узбеки делали. Но все равно автентичный, конечно, это вот там Самарканд, вот это есть там улочка туристическая. Вот там, да, там вот прям вот туда бы попасть. Вот там интересно попробовать плов. Спасибо за приглашение, безусловно. Так. А есть на русском языке интервью Такера Карлсона? Обычно позже там переводят. Вы имеете в виду Мендель посмотреть? Да, надо посмотреть. Шелест — это настоящая фамилия, а то Игрослов. Шелест, шум. Просто гениально. Шелест — это настоящая фамилия. А шум — это то, чем мы здесь с вами занимаемся, друзья. Шумим. Так. Пригласи Пугачева в эфир. Спивак куда пропал? Спивак никуда не пропал. Ну, как бы на связи. Все нормально. То есть, хотите, вернем Спивака. То есть, получится, не получится, поговорим. Все нормально. Андижанский плов. Потрясающе. Андижанский. Не знаю, что такое андижанский плов. Так, Такер Карлсон не зря взял интервью у Менделя. Вот новость. Дмитрий задался вопросом, будут ли западные СМИ игнорировать скандал в Украине. Вот прям совпало. Верю.
Да, это конкретная проработка. Я, кстати, думаю, что это, ну, это все как бы есть. Есть у этого режиссера. Есть, и они, мне кажется, вот играют, видите, по нарастающей. Особенно подозрения Ермаку. Слушайте, а кто мог подумать, да, вот еще полгода? Набу, Ермаку. Все очень и очень. И очень нервно это все на Банковой воспринимается. И Мендель тут еще появилась. Я думаю, что мы скоро очень многое увидим в отношении уступок Зеленского к прекращению войны. Но я уверен, что второй раз этой войны не случится. Вот уверен. Дураков уже таких нет. Хотя... В общем, поживем увидим. Друзья, всем большое спасибо, что пошумели сегодня. Всем добра и света. Спасибо большое за то, что не забыли поставить лайк. Подпишитесь, если не подписаны.